Антона мы будем вести нашу церемонию по-российски и ангельски. In case if you need a translation for your or our speech, please use the pre-installed Zoom application on your computer or smartphone. Do not use the web browser. Те, кто нуждается в переводе, пожалуйста, настройте соответствующую функцию у себя в Zoom, для чего вам необходимо открыть его через скачанное приложение, так как веб-приложение не поддерживает функцию синхронного перевода, а наши зрители в YouTube могут слушать выступления гостей только в оригинале. Друзья, ну вот а пока вы настраиваете свою технику, разрешите мне, пожалуйста, представить моего соведущего Михаила Рубина, который является секретарем белорусов зарубежья и франкфуртским муниципальным депутатом. Спасибо, Белла. Я тоже очень рад представить мою соведущую Беллу Фокс. Белла ведет радио белорусской диаспоры и является спикером Народного посольства Белоруссии в Литве. И Белла сказала, что вы должны настроить свою технику. Как я понимаю, у нас тоже маленькая проблема с техникой. У нас не запустилась прямая трансляция в YouTube. И я прошу наших администраторов проверить, почему у нас YouTube еще не запустился, а мы двигаемся дальше. Светлана Тихановская объявила 7 февраля Днем международной солидарности с Беларусью, и мы рады, что это историческое событие сопровождается вашим визитом на нашу онлайн-конференцию. Спасибо, Белла. Я думаю, что сейчас самое время предоставить слово нашему лидеру Светлане. Я надеюсь, что Светлана Тихановская уже с нами. И онлайн-трансляция тоже запустится в ближайшие минуты. Пишут, что мы все-таки в живом эфире. Тогда еще раз приветствуем зрителей нашего YouTube-канала. Светлана? Я понимаю, что у нас вторая накладка. Светлана Тихановская еще к нам не подключилась. Наверное, какая-то тоже проблема с техникой. Сегодня нас преследует техника. Сегодня будем тогда проявлять солидарность по максимуму. И вот сейчас можно будет поприветствовать все-таки нашего избранного лидера, символа борьбы за демократию в Беларуси Светлану Тихановскую. Светлана, вам слово. Дорогие сябры, я хочу привітаць усіх беларусаў на радзіме і за мяжой, а таксама ўсіх, хто вырашыў падтрымаць наш народ у гэтыя дні салідарнасці. Паўгоду таму беларусы пайшлі на выбары і прагаласавалі за перамены. Былы прэзідэнт прайграў тыя выбары, але адмовіўся прыняць волю народа і распачаў супраць яго тэрор. Гэта значыць, што ён прайграў канчаткова. Беларусы ніколі не прызнаюць уладу, якая карыстаецца гвалтам і прымусам. Сапраўдная ўлада ў Беларусі – гэта яе народ. Беларусы даказалі самім сабе ўсяму свету, што могуць самі вырашаць уласны лёс. І наша мэта – вярнуць свабоду і закон у нашу краіну. Мы абавязкова дасягнем яе, а любыя перашкоды на гэтым шляху часовыя. І таму вельмі важна заставацца максімальна аб'яднанымі і выказваць падтрымку адзін аднаму унутры Беларусі і за яе межамі. Сёння і заўтра па ўсім свеце будуць ладзіцца акцыі салідарнасці з Беларуссю. Беларусы і іх сябры ў розных краінах арганізуюць маршы, пікеты, канцэрты, марафоны, выставы і дыскусіі, каб паказаць, што дыяспара і міжнародная супольнасць заўсёды памятаюць пра нашу краіну. Словы і жэсты падтрымкі вельмі важныя, але іх недастаткова. Яшчэ вельмі шмат можна і трэба зрабіць, каб дапамагчы тым, хто зараз змагаецца за свабоду ў Беларусі. Словаў недастаткова для Ігора Поварова, Александра Баброва і Яўгена Говора, якім на мінулым тыдні прысудзілі да 3 гадоў калоніі за спробу забастоўкі на беларускім металургічным заводзе. Таму трэба зрабіць усё, каб міжнародныя кампаніі спынілі супрацу з тымі беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, дзе да працоўных ставяцца як да рабоў. З тачкамі Беларусь Калія, Гродна Азота, Нафтана зараз на перадавой забастовачнага руху, і ім патрэбная перамога. Словаў недастаткова для Артёма Сарокіна, які паведаміў дэталі дыягназу забітага Рамана Бандарэнкі і цяпер знаходзіцца ў ЦІЗА,
а таксама іншых дактароў, якія штодня рызыкуюць здароўем і ратуюць беларусаў у другую хвалю каранавіруса, пакуль улады працягваюць хлусіць пра колькасць хворых і памерлых, а таксама ніяк не перашкаджаюць хваробе распаўсюджвацца ў турмах і ізалятарах. Неабходна біць ва ўсе званы, каб у свеце сталі зразумелыя маштабы гэтага злачынства. Беларусам патрэбная дапамога міжнароднай супольнасці ў часы пандэміі, у прыватнасці доступ да разнастайных правераных вакцынаў, а беларускія медыкі маюць патрэбу ў абароне іх асабістых і прафесійных правоў. Словаў недастаткова для залежных выдаўцоў Геннадзя Вінярскага і Андрэя Янушевіча, якім зараз забараняюць друкаваць кнігі па-беларуску, або для чатырох гандляроў сувенірамі з крамы «Сымбаль», якіх кінулі ў турму за продаж беларускіх нацыянальных сцягоў. Рэжым спрабуе сілай задушыць свабодную беларускую культуру. Таму беларусам замежжа і міжнароднай супольнасці важна яе падтрымаць. За апошнія паўгоду беларусы стварылі мноства песень, вершаў, спектакляў пра свой боль і сваю надзею. Давайце перакладзем іх на ўсе магчымыя мовы, каб свет зразумеў Беларусь. Словаў недастаткова для тых, хто штодня сутыкаецца з сапраўдным тэрорам. Гэта і жыхары Новай Баравой або Лебядзінага, якім міліцыя не дае спакойна выйсці на вуліцу. І юрыст Сергей Драздоўскі, якога катавалі за дапамогу людзям з абмежаванымі магчымасцямі. І звычайныя мінакі, на якіх у мінулую нядзелю палявалі ў цэнтры Мінска. Пакуль закон у Беларусі не адноўлены, нам трэба на поўную сілу карыстацца міжнародным правам, фіксаваць усе парушэнні і заводзіць справы універсальнай юрысдыкцыі, каб ніводзін злачынца не адчуваў сябе недатыкальным. Словаў недастаткова для тых сем'яў, якія месяцамі не бачылі сваіх родных і блізкіх. Эдуард Пальчыс і Александр Васілевіч даведаліся пра нараджэнне сваіх дзяцей, знаходзячыся ў вязні. Мае дзеці не бачылі свайго бацьку Сергея Ціханаўскага ўжо 8 месяцаў. А некаторыя дзеці больш ніколі не ўбачаць сваіх бацькоў, якіх забіў гэты бязлітасны рэжым. Словаў недастаткова, але словы таксама вельмі каштоўныя. У Беларусі зараз 227 чалавек прызнаныя палітычнымі зняволенымі, а ўвогуле незаконна абвінавачаны за апошнія месяцы больш за 1000. Ім вельмі патрэбныя словы падтрымкі. Напішыце ім лісты, дашліце паштоўкі. Гэта не дробязь. Кожны такі ліст будзе дакументам эпохі, які нашы героі захаваюць і будуць паказваць унукам у свабоднай Беларусі. Менавіта таму мы павінны зрабіць яшчэ вельмі многае. Для ціску на рэжым неабходна ўвесці эфектыўныя санкцыі супраць яго кашалькоў, сілавікоў, прапагандыстаў, тых, хто ўдзельнічаў у фальсіфікацыі выбараў, і тых, хто зараз незаконна судзіць беларусаў. Нельга дапусціць, каб злачынцы карысталіся атамнай электрастанцыяй для ядзернага шантажу суседніх краінаў. Паўсюль, дзе магчыма, варта адмовіцца ад супрацоўніцтва з дзяржаўнымі інстытуцыямі на карысць грамадскіх ініцыятываў. Трэба патлумачыць усяму свету, што беларусы больш ніколі не прымуць цяперашні рэжым. І што адзіны шлях для вырашэння крызісу – гэта новыя сумленныя выбары. Важна працягваць падтрымку беларускага грамадства, асабліва тых групаў, якія найбольш церпяць у апошнія месяцы. Дактароў, студэнтаў, настаўнікаў, навукоўцаў, працоўных, праваабаронцаў, валанцёраў, пенсіянераў, людзей з абмежаванымі магчымасцямі, адвакатаў. Асабліва я б хацела заклікаць да падтрымкі незалежных журналістаў Радыё Свабода, Тутбай, Нашай Нівы, Белсату і іншых, а таксама праваабаронцаў з Вясны, прэс-клуба і Human Константа. Гэтыя словы і справы зараз вельмі важныя, але галоўную ролю ў барацьбе за сваю свабоду граюць самі беларусы ў сябе на радзіме. І я заклікаю, нягледзячы на ўсе складанасці, не губляць веру ў сябе. Гэтым летам наш народ убачыў сваю сілу і моц і паверыў сябе. Зараз ён праходзіць цяжкое, але неабходнае выпрабаванне. Беларусы пішуць сваю гісторыю.
часам слязьмі і крывёю. Але гэта наша гісторыя, і мы пішам яе самі. І я ўпэўнена, што гэта гісторыя перамогі. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі, Светлана, і дазвольце павіншаваць вас ад імя беларускага народу з намінацыяй на Нобелеўскую прэмію міру. Михаил? Михаил, сегодня так много людей хотят высказать солидарность с народом Беларуси, что я предлагаю пропустить все протокольные формальности и сразу дать слово каждому, кто хочет высказать свою поддержку. Конечно, Белла, я с тобой согласен. И с особой гордостью я рад предоставить первое слово вице-президенту Европарламента Никола Беа. Сегодня такие долгожданные гости. Никола. No, I was blocked. I was blocked by the administrator, but I'm really happy to be with you, dear Belarusians, dear guests. Bella, Michael, thank you for inviting me again today. Again, an honor to me. It was only in December when we were together for the opening of the first Belarusian People's Ambassadors. I really hope you had a good start with this project, and I'm curious to learn how it develops. Also to be able to help and support in the best possible way as active solidarity, not only to be declared today, but also beyond this conference of solidarity. It gives me hope how determined you are and that you are emancipated yourself from an evil suppressor while organizing yourself. Such self-determination is of utmost importance. This is why I always try to keep close contact to the people on the ground, because it's you who decides what will happen with your country, with your political system, your compatriots. So I was happy to meet the Executive Secretary Ivan Kratchov of the Belarusian Coordination Council when the Sakharov Prize was awarded to you, the Belarus opposition, in the European Parliament mid of December. It is important for us, for me, to understand your demands, to discuss how we can support. So it is clear that you want a comprehensive approach towards the Belarus crisis, that you say sanctions are not enough, that you seek for profound transformation of the political system. I'm aware that some of you are longing for a better cooperation with Russia and an inclusive dialogue under the OSCE auspice. To work on that, Corona is a huge obstacle, as diplomacy is made of personal contacts and trust. You saw yesterday, Russia announced that 3 European diplomats have been expelled in the same time when High Representative Borrell was talking with Foreign Minister Lavrov. Clearly, this was a provocation, but it can also be taken as a sign for the pressure that EU puts on the Lukashenko regime works for the sake of the Belarusian freedom fighters, and the pressure on Russia arresting peaceful protesters in their streets after the Navalny poisoning and arrestation. It is obviously effective. So we should argue for a fair balance between pressure and critical engagement with Belarusian authorities. For the moment, I guess, thinking of the violence coming from special police units, personalized sanctions are not the only tool to be taken. We even need to expand them on representatives of the judicial and law enforcement system and on supporters of Lukashenko.
Moreover, and Svetlana already mentioned it, we need journalism as a force power. Lukashenko's government is massively suppressing journalists. International media gets expelled from the country, and local and international reporters were deprived of their accreditation. Since election day, the Belarusian population has been repeatedly cut off from independent sources of information about the protests and the current situation due to internet censorship and blockades. Therefore, we as Free Democrats suggested strengthening independent journalism from and about Belarus, in particular via expanding editorial staff at Deutsche Welle and other public European TV channels. We already have to think about the future today. IT companies account for up to 50% of the growth of the Belarusian economy and up to 7% of GDP. Maintaining this state-of-the-art industry is therefore extremely important for the country's development in the future. The young and politically active people that often work in IT industry are the main target of arbitrary detention and persecution. Therefore, we want help to relocate IT companies to other EU countries to save their entrepreneurial existence and a decisive part of Belarus' future. Therefore, we also have to talk about simplification of issuing visas for humanitarian and political reasons so that Belarusians can come more easily escape to European countries like Germany. I'm not getting tired to demand all of these points above. Belarus and consequences of the atrocities committed by the Lukashenko regime need to stay a top priority on the political agenda. This is one of the reasons why I took over the prison sponsorship for Hanna Sunhurava. She is one of the protesters that were arrested in Minsk, only for standing up, only for expressing her opinion. Hanna took notice of my letter I actually sent to her. Her own mother is not allowed to visit Hanna in prison. What a shame. This is why it is so important that we will not let go of the moment now, that we constantly show that we are here, that we show the Belarusian authorities that we watch them, that we have an eye on them, that we make public their crimes against humanity. My next step will be to address a letter to the General Attorney and the prison warden to demand the immediate release of all the political prisoners. Thank you that the civil society of Belarus stay active and demanding. This is decisive. Belarusian civil society and the members in the European Parliament that are active in the case of Belarus are all on the same page. We want a free, democratic, self-determined Belarus. It should enable its citizens to live a life, to express their opinions, to be controversial without ending in prison, to vote for a free parliament that really represents the people, to choose and vote in free and fair elections for a national leader that is accountable, to rely on a stable judicial system, and to believe in the rule of law and the police and military representing it. This is my wish for you and the goal I'm optimistic that we will achieve all together in solidarity. Огромное спасибо. Vielen Dank, дорогая Никола. Твои слова поддержки на самом деле очень важны для нас. Беларусь находится в самом центре Европы. И я уверен, что европейские демократические ценности скоро будут и на нашей родине повседневностью, а не сокровенной мечтой. Еще раз, danke. Спасибо. Ну вот на этой радостной ноте для меня большая честь от имени Народного посольства Беларуси в Литве передать слово премьер-министру Литвы Ингриде Шимоняте. Freedom is not a slogan, but hard everyday fight. We admire the devotion and courageous struggle of Belarusian people who are standing up for their right to decide the fate of their own country, who have three basic demands: free elections, end of violence, and the release of political prisoners. Our special solidarity is with the victims of inhuman repressions, those put in prison for telling right from wrong, their families and their loved ones. The support of other nations
was crucial for Lithuania when we gained our independence. So today and every day, Lithuanians stand with the people of Belarus. The darkest hour is just before the dawn. Живе Беларусь! Я хочу обратить внимание, что у нас уже больше 750 человек смотрят на YouTube наш стрим. И там идет горячее обсуждение всего, что происходит у нас онлайн. И очень много людей спрашивают, почему нет возможности перевода. Я обращаюсь к нашим администраторам, я вижу, что Zoom-канал не очень наполнен. Может быть, есть возможность опубликовать какой-то линк, чтобы людям, которым нужен был перевод в обе стороны, или особенно с английского на русский, могли бы зайти и слушать перевод, так как перевод возможен только в Zoom. Если наши администраторы смогут найти такую возможность, было бы супер. Очень много таких пожеланий я видел в чате YouTube. А мы двигаемся дальше, и у нас снова высокий гость из Германии, министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Сейчас наши администраторы поставят видео, которое прислал нам министр иностранных дел. 6 months have passed since the sham presidential election in Belarus. In its aftermath, we have witnessed the political awakening of the Belarusian people, your awakening. You are persisting in your peaceful quest for freedom and democracy, despite the violence of Lukashenko's henchmen, despite the bitter cold in the squares, and despite the risk of being imprisoned. The genie of democracy is out of the bottle, and there's no way to put it back. Many heroes have emerged over the last few months in Belarus. Artists, medical workers, students, elderly people, and the women of Belarus. And you in particular, dear Svetlana. With your courage, you have inspired so many in Belarus and beyond. Let me assure you, Germany and the European Union stand with you. We have imposed sanctions against Lukashenko and his regime. And we have set up an action plan, Civil Society Belarus, with up to 21 million euro. We will offer scholarships to students who were banned from their schools and universities for participating in demonstrations. We will support independent media. We will give psychological care to victims of torture and allow persecuted Belarusians to come to Germany. And we are setting up a mechanism to collect evidence against those who violate human rights. The day will come when they will be held accountable. The day will come when Belarusians can enjoy democracy, freedom, and the rule of law. We will owe that day to your energy, your courage, and your resolve. Thank you. И мы продолжаем представлять гостей из Германии. И сейчас я хочу предоставить слово депутату Европейского парламента Михаилу Гайль. Уважаемые администраторы, включите, пожалуйста, видео, потому что сейчас у нас будет снова прямое выступление. Имеется в виду видеокамеру. Прекрасно, Михаил, мы уже видим. Осталось включить микрофон. Hello, I hope you can hear me. Yes. Yes, we do. Okay, Darahi Syabar, dear friends, it is an honor for me to address you as a member of the European Parliament from Germany on this day of solidarity with Belarus. We extend this solidarity to all those who with hearts and minds want freedom and democracy for their country. We admire those who dare to stand together in the streets against the repression of an illegitimate regime that builds its rule solely on falsified elections, on arms, police, OMON, KGB, and the support of the other regime further east that also feels increasingly challenged and uses the full arsenal of oppression, intoxication, propaganda, and fake news in order to preserve the riches that they have grabbed behind
their Potyomkin facades of lawful governance. Our thoughts are with those who have been or are still illegally imprisoned, be it the tens of thousands unnamed demonstrators or the more prominent political leaders and candidates who have been incarcerated. Allow me to highlight my friend Pavel Severinets, who has served in incredibly inhumane conditions since 9 months. Set him free like all the others, you damn dictator. And let us never forget those peaceful heroes after whom squares and streets will soon be named in a democratic Belarus instead of Marx, Engels, and Lenin. All those Ja, who alles gut lost their gelaufen. lives at the hands. Michael war begeistert. All those who lost their lives at the hands of this vicious regime, and allow me to name just one, Roman Bondarenko. And with this event, we want to encourage the leadership of the Coordination Council. I am proud that I was among those in the European Parliament to initiate the Sakharov Prize Award to the Coordination Council. There was overwhelming support for that, and Svetlana Tikhanovskaya received it together with many of her colleagues in Brussels. Apart from political and logistical support for those in exile in Vilnius, Warsaw, and elsewhere, we managed to get support inside the country by creative means. The European Commission is on standby to prepare a big support package for Belarus once a legitimate government duly elected by the people is in place. In the meanwhile, personal sanctions have been imposed against a number of leading figures, starting from Lukashenko downwards. But we need to do more. A next package of sanctions is in preparation, and we need to sanction also those companies and their owners who are the major pillars of the regime. The 7 who are on the list are not enough. There are even those who managed to get off the draft list, and they must be reinstalled. Our newly activated European Magnitsky Act must put every known prosecutor, judge, KGB, OMON, and policeman on the list who are involved in atrocities against the people. The bigger picture towards Russia is also important. After the last events around Navalny, the expulsion of 3 European diplomats, and the continued repression against peaceful demonstrators, we must take action that matters. The big majority of the European Parliament is in favor of stopping Nord Stream 2, the symbol for the attempt to weaken Ukraine and supplying money to enrich the oligarchs and to finance the oppression of the people of Russia, in Russia, Belarus, and the occupied parts of Ukraine. Tomorrow, I hope, when there will be another demonstration ongoing in Frankfurt, I got from Vilnius a nice present. That is a sock for the winter demonstrations with the German flag, the Belarusian flag, and the Lithuanian flag. I think a very creative way to demonstrate that we are all together, and others, of course, in this struggle. All the best. Usyaho najlepshaha. Živie Belarus. Живе Спасибо Беларусь! большое, Михаил, данке. И я знаю, что завтра мы будем снова вместе во Франкфурте на демонстрации. Нам ваша поддержка, помощь очень-очень важна. Надеюсь, еще много раз увидимся и на мероприятиях во Франкфурте, и здесь у нас онлайн, который мы транслируем на весь мир. И, кстати, трансляция на весь мир. Наши администраторы просто творят чудеса. У нас появился линк, по которому наши зрители YouTube могут переместиться в Zoom и уже наблюдать нашу трансляцию вместе с переводом. Как я уже сказал, у нас работают прекрасные переводчики, и идет перевод с английского на русский, с русского на английский. Мы еще раз извиняемся, что, к сожалению, на мове мы не сможем поддерживать перевод, поэтому и Белла, и я, мы сегодня модерируем на русском языке, чтобы нашим переводчикам было проще. Белла, я снова передаю тебе слово для дальнейшей модерации. First, I wanted to thank Michael for this creative white, red, white outfit. We really appreciated this appearance. Ну, а сейчас я бы хотела снова вернуться в Литву и передать слово члену Европарламенту от партии ТС ЛКД
нашему большому другу Беларуси Андриусу Кубилиусу. Полагаю, что должно быть видеообращение. Dear Svetlana, dear friends in Belarus, and dear friends of democratic Belarus all over the world, дорогие сябры, first of all, I would like to express from the depths of my heart my own feelings of solidarity and excitement with your brave fight for democracy in Belarus. Those are the same feelings which majority of the people of Lithuania are feeling. Those are the same feelings which clear majority of European Parliament was expressing in different resolutions and statements on situation in Belarus during last year. Sakharov Prize, which was awarded by European Parliament to Svetlana Tikhanovskaya and all the leaders of democratic Belarus, was a clear symbol of our solidarity and solidarity of all the European people with you, with your fight for democracy. You managed to change Belarus. The fight is still not over, but you managed to change your country, which now is totally different if you compare with Belarus just 1 year ago. You are changing not only Belarus, you are changing all the world, and first of all, your neighbors. In Lithuania, last year, on 23rd of August, tens of thousands of us Lithuanians, we went onto Freedom Road from Vilnius to the border of Belarus to show our solidarity with you. The last time we did similar things, it was 30 years ago when we went on the Baltic Road to demand freedom and democracy for our Baltic states. We clearly demonstrated that your freedom and our freedom for us are equally important. You are changing another neighbor also. Russian people are very much inspired by your fight for the change, for democracy, and they started to follow your experience in that fight. That is how you are bringing the major changes on the European continent, which are so important not only for you, but also to us. Because without those changes, we shall not have Europe whole, free, and at peace. That is also our dream. Democracy on the European continent means also peace on the European continent. During that last year, you learned how to fight for change and for democracy in your country. We in European Union, in European Parliament, learned also a lot from your fight. We learned that our ability to defend your right for democracy is not so effective. Not only Belarus needs a change, also EU and the whole Western world of democracies needs to change in order not to allow autocracies and dictators to prevail. There are a lot of things which we need to improve in Brussels in order to win this battle against autocracies. First of all, Western democracies need to agree that the fight for democracies will become for them of the same importance like the fight against climate change or the fight against COVID-19 pandemic. Second, we need to create an effective transatlantic European Union-US alliance for democracies in order to push forward ambitious democracy defense agenda. And third, in democracy defense agenda, we need to have an effective package of preventive sanctions. Each dictator should know in advance that if he will try to steal elections, like Lukashenko did, from his own people, he and his entourage will be punished by really very harsh sanctions, and his hidden treasures will be arrested. In order to have such sanctions instrument, we need to agree instrumental part of EU sanctions mechanism, and here your help will be very much needed for us. And the fourth, democracy defense agenda should include also creation of Belarusian Justice Hub, which is very much needed to start the process of international justice to the victims of regime brutality and for effective punishment of perpetrators. The experience of Belarusian Justice Hub will be very much needed also for justice in Russia process. And the last, fifth point,
EU needs to support the hope of Belarusian people that they will be able to enjoy normal, democratic, European type of life. EU needs to have and to proclaim loudly the multi-billion Marshall Plan for Democratic Belarus, which will start to be implemented after the regime change. Дорогие сябры, solidarity means action, not just statements of concern or statements of solidarity. For your freedom and our freedom means real partnership in real battle for freedom. We are ready to be your real brothers in arms in this battle for freedom. Живе Беларусь! Замечательное выступление, и мне сообщили, что с обращением также выступила министр иностранных дел Норвегии Инне Мари Эриксон Сориде. У нас сегодня сплошные экспромты и сюрпризы. Сейчас к нам обратится не министр иностранных дел, а премьер-министр Норвегии. И у нас это видео мы получили только что, на самом деле. Спасибо. Наши замечательные админы are showing an enormous courage in continuing their legitimate demands for free and fair elections despite the brutality by the Belarusian police and security forces. Belarus has committed itself in the OSCE and the UN to working for democracy, rule of law and human rights. Governing a nation means to safeguard and uphold the fundamental rights and well-being of its citizens. Norway demands the immediate release of all detained protesters and an end to the use of violence and indiscriminate use of force. All detained journalists must be released without delay and measures taken to ensure freedom of the press and free access to information. We urge the Belarusian authorities to engage in dialogue with the protesters. A solution to the crisis can only be found when the voice of the Belarusian people is finally heard and respected. Вот такое замечательное обращение, Михаил. Ну, а сейчас я хотела бы передать слово Австрии, члену Европарламента от партии ОВП Лукасу Мандлу. February 7th, this is the day of solidarity with Belarus. We as Europe stand together, and the citizens of Belarus are European citizens as well. That's why the EU, that takes care for all the European territory, stands with the people of Belarus. That means we demand free and fair elections as soon as possible, immediately actually. We demand the release of prisoners. Political prisoners should not exist in today's Europe, and we will always, as EU institutions, especially as European Parliament, which acts on behalf of the citizens, always stand with the Belarusian people during their fight for freedom, for liberty, for democracy. That's what it's all about. I'm happy to join today's Day of Solidarity for Belarus and to sustainably stand on the side of Belarus in all my parliamentary work, as many colleagues from Austria and from all over Europe do as well. Мы продолжаем, и у нас сегодня будет еще много сюрпризов, и поэтому заранее извиняемся за небольшие технические погрешности. Мы на самом деле все делаем в прямом эфире, без всякой записи, кроме тех видео, которые нам любезно предоставили политики. Некоторые сюрпризы надо немножко подождать. У нас еще будет одно интересное включение в итальянскую Болонью. Я уже открыл маленький сюрприз. Ну а пока мы бы хотели предоставить слово при еще одного прямого включения, и к нам обратится член национального парламента Италии Лиа Картапелле. Пока мы ждем включения камеры, буду рассказывать дальше о том сюрпризе, который я уже анонсировал. Оставайтесь с нами. Примерно через час
мы сможем здесь показать просто грандиозное, уникальное событие, как центральная площадь Болоньи будет подсвечена в определенные цвета. Я должен не говорить, какие. Вы сами догадаетесь, конечно, в цвет нашего БЧБ флага, в знак солидарности, и мы все будем этого свидетели. Нас уже смотрит почти 800 человек на Ютубе, и мы ждем включения депутата итальянского парламента. Ну, у меня для тебя тоже есть, Михаил, сюрприз. Дело в том, что постоянно обновляется список стран, в которых мэрии городов завтра, в Международный день солидарности с народом Беларуси, объявленным Светланой Тихановской, также будут, возможно, подсвечивать некоторые свои здания в эти 3 цвета, которые ты не говоришь. Тогда продолжаю приподнимать завесу над сюрпризами. После прямого включения на центральной площади Болоньи к нам обратится мэр этого города, и я надеюсь, мы еще услышим прекрасную итальянскую речь, либо английскую с тонким итальянским акцентом, и, Белла, двигаемся дальше. По списку нашим следующим гостем должен стать очень известный в широких кругах деятель общественный и политик, член Европейского парламента от партии «Весна» Роберт Бедронь. Dear participants, dear Belarusian friends from all around the world, this year has been a truly exceptional one in the Belarusian and European history. A year that marked an unprecedented mobilization of Belarusian society and women-led revolution that will undoubtedly lead to a downfall of Europe's last dictator. Unfortunately, peaceful protests have met with nothing but brutality and violence. Despite international appeals and pressure, we have seen no improvement. Criminal charges have been brought against Coordination Council members, journalists and bloggers. More than 33,000 protesters have been arbitrarily arrested. Discussions on the constitutional reform promised by Lukashenko have been turned into a charade. As a chair of the European Parliament's delegation for relations with Belarus, I want to assure you all, you are not alone. The EU will never cease to support your fight for freedom and democracy, which have been so ruthlessly stolen from you. Since the August elections, the European Parliament has shown its solidarity and support for the Belarusian society. We have adopted strong resolutions which condemn actions of regime, but also acknowledge the role of the Coordination Council as representatives of the Belarusian society. We have also acknowledged efforts and determination of the democratic opposition in Belarus with the Sakharov Prize for Freedom of Thought, the highest tribute paid by the European Union to human rights defenders, and organized also a fact-finding mission with the key representatives of democratic forces and activists to properly hear your needs. You have my word. We will continue to pressure the international community, including our colleagues from the Council and the Commission, to do more. Hearing broadening of economic sanctions similar to the ones implemented in 2016 are a must. We also have to organize International Donors Conference for Democratic Belarus, together with international financial institutions, G7 countries, EU member states and institutions, as well as others willing to pledge a multi-billion euro financial package. This would offer a unique opportunity to support future reform towards democracy, the modernization of the country's economy, and to assist the Belarusian society in those changes. Coming from Poland, country of solidarity, the biggest workers' opposition movement in the human history, I know what the power of solidarity means. And I want to assure you, by quoting our common Belarusian-Polish hero, Tadeusz Kościuszko, this is a struggle for our freedom and yours. Żyje Belarus!
Замечательное еще одно приветствие для нас всех, много новостей, и хотела бы передать слово коллеге из Европарламента, из партии Либералерна, Карин Карлсбро. И пока у нас включается видео, мы напоминаем еще раз нашим слушателям, точнее, тех, кто нас смотрит в YouTube, что вы можете слушать перевод на русский язык, если перейдете по линку, который опубликован под описанием видео и стрима в YouTube. Hello, Karin, the floor is yours. Dear President Svetlana Tikhanovskaya and dear friends, it's enough. Lukashenko, the game is over. It's time to give back all the stolen power. It's time for you, the people of Belarus, to decide about your daily lives and have the power of your future. That is not a question for Putin or for anyone else. It's a question for you. Belarus has, as all other states, the right to sovereignty and integrity. No, absolutely no one else should decide about your future and destiny. The European Union should support Belarus on its way towards democracy. Last year, the Belarusian opposition was awarded European Parliament Sakharov Prize, the prize for freedom of thoughts. It was a prize to all of you, to young and old, to men and women, to individuals and organizations that take this very brave fight. But prizes are not enough. We have to do more. We have to take action. We need to put an end to all policies feeding this madness. No more foreign aid or investments ending up in the pocket of corrupt politicians. Those responsible for violence and oppression, as well as Lukashenko himself, must be punished, not encouraged. We need sanctions that hurts. We need Magnitsky sanctions. I and many colleagues in the European Parliament joined the campaign against the ice hockey championship in Minsk because we think we can't play with a dictator. And well, we succeeded. And we have to use everything, all methods to show where we stand. I think that Belarus would be a natural partner to the European Union. There are a lot of spaces and possibilities for Belarus in the European family. And we are cordially longing for deeper relation and economic exchange. And as good neighbors and partners, we could improve democracy, human rights, and the rule of law together, as well as the fight for climate and to overcome the pandemic. Now, all citizens, every journalist must be released. And to all of you who fight for a free Belarus, for peace, for democracy, I want to say that we are many behind you. I'm thinking of you daily. If you are worried about losing your job or have to leave your position, if you are afraid of your own safety, or if someone you love has been arrested or beaten, we are thinking of you and we are with you every day. We know, we follow, we see, and we act. Your freedom is our freedom. Thank you so much for the possibility to be with you today. Many thanks, Karin. И у нас снова гости из Германии. На этот раз к нам обратится Мануэль Саразин, член парламента Германии и руководитель Альянса партий зеленых.
Dobry dzień. Ja witaję was. My name is Manuel Sarrazin. I'm a member of the German Parliament for the Greens. In the last months, we have seen how a movement from Belarus could change the world, at least a bit. You have shown to us and to the world how peaceful protest, how clear stand on values, and how people who are going on the streets for democracy and freedom can change a lot. You changed the mindset of us in Germany towards Belarus. Today it is clear that Germany is standing in clear solidarity on the side of the democratic opposition in Belarus. This has not always been the case. Today everybody in Germany knows about the character of the regime of Lukashenko, a violent dictator suppressing its own people from a free choice who should be in government. I urge this dictator to set free all the over 220 political prisoners in Belarus immediately, to stop violence and torture against those ones who are only going to the street to express their own opinion. I want to say that it is clear that with this dictator we cannot arrange a common future in Europe. There is no future for Belarus with such a political regime. We need a path up to a new constitution only via new and fair elections. I, frankly speaking, don't think that Lukashenko will be able to set this path. It is clear that his regime is too corrupt and too designated to serve in the interests also of the big brother in the Kremlin. But I have to say that whatever will happen in the future, you already changed the country. You changed the mindset of the people in Belarus, but also the mindset of us. You are inspiring us in Germany to see the value of freedom and democracy. You inspired us to fight for democracy also at our gates more. And this is why I think it is really important and necessary to tell you we in Germany ought to support the democratic opposition in Belarus more. Last week, on a question of me in Parliament, the German government announced that there will be a new program for humanitarian visa for those ones who are under pressure in Belarus. That is important. We are standing in solidarity with the democratic opposition in Belarus. We in Germany, like the other European countries, Poland, Litva, and also like so many protesters in Russia on the streets. You changed the mindset. Your path will be difficult, but we want to go this path with you. Dziękuję was. Ну что ж, я хочу тогда передать слово человеку, с которым мы уже встречались на партийных конгрессах одной дружественной партии, к Республиканской партии России Парнас, сопредседателем которой он являлся, историку, который сегодня стал частью нашей общей истории борьбы за свободу в Беларуси и России. Слово Владимиру Рыжкову. Чуть-чуть, если можно, громче. Я тоже рад присоединиться к акции солидарности. Вы знаете мои взгляды, я российский демократ, либерал, и у меня много друзей в Белоруссии. И я полностью присоединяюсь к тем добрым словам, которые я уже успел услышать из разных городов Европы. У нас сейчас в Москве настоящая русская зима, морозы. И в эти же дни, как вы знаете, сотни моих сограждан находятся в спецприемниках и СИЗО за мирные акции протеста по делу Алексея Навального. За последние 2 недели в России было задержано более 11 тысяч человек в десятках городов России. Сотни из них осуждены к административным штрафам и отбывают наказание. Возбуждено 50 уголовных дел. Власти применили жестокую силу и массовые аресты. Люди вышли против вопиющего произвола и несправедливости. А после этого их преследуют за политические взгляды. Российских граждан лишают конституционного права на свободу митингов и шествий и превращают законные мирные акции протеста в правонарушение, толкуют как правонарушение, что прямо нарушает Конституцию России, статью 31 о свободе митингов и демонстраций.
Это показывает, как много общего в процессах, происходящих сейчас в России и в Белоруссии. У нас в стране заинтересованно и внимательно следят за событиями в соседней стране. При этом я подчеркну, что значительная часть российского общества, миллионы российских граждан, относятся к вашей борьбе за свободу против диктатуры не только сочувственно, но и с искренней поддержкой. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, открытые письма и обращения, в том числе коллективное письмо российской интеллигенции. Я хочу сказать, что Россия – это не только Кремль, это не только Путин и не только Лавров. Россия – это миллионы свободных граждан, которые борются за свободу России, так же, как вы боретесь за свою свободу. И эти люди поддерживают ваши ценности и вашу борьбу. Мы выступаем за демократию и свободу в Белоруссии. Мы выступаем за новую демократическую конституцию. Мы выступаем за то, чтобы у вас прошли новые свободные выборы. Мы выступаем за то, чтобы у вас состоялась смена власти. Мы осуждаем произвол и насилие со стороны режима Лукашенко. Мы требуем прекращения политических репрессий и освобождения всех политзаключенных. Кстати, в России уже несколько сотен политических заключенных, и их число продолжает в последние недели быстро расти. У нас, как и у вас, есть большая российская диаспора за рубежом. Тысячи наших граждан вынуждены были покинуть страну из-за давления и репрессий. И здесь мы тоже видим общую ситуацию между Россией и Белоруссией. При этом я убежден, коллеги, что принести свободу в наши страны сможет только само наше общество, которое скажет «нет» авторитаризму и овладеет государством. При этом гражданское общество, я хочу подчеркнуть, в Белоруссии, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем пока что в России. И поддержка власти в России пока что гораздо выше, чем то, что есть у вас в Белоруссии. Поддержка зарубежных демократий, конечно, очень важна, особенно в моральном плане. Но она, к сожалению, на мой взгляд, не может оказать решающего воздействия на развитие ситуации. Думаю, что все-таки решающее слово должны сказать два наших народа. Только они смогут на самом деле изменить ситуацию. При этом я верю, что историческое развитие и развитие общества неизбежно приведут к демократическим изменениям в России и в Белоруссии. Я не сомневаюсь, что две наши страны вернутся на европейский путь развития. И все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы приблизить это время. Нам в России хотелось бы, чтобы в будущем демократическая Россия и демократическая свободная Белоруссия всегда были близкими соседями и близкими друзьями. Чтобы в основе нашей дружбы лежала свобода, верховенство права, европейские ценности и общие интересы, а не интересы двух диктатур. Нам кажется ужасным, если наши авторитарные режимы доведут дело между нами до вражды и противостояния, если они оставят нам в наследство конфронтацию. Как вы видели, такое случилось недавно между Россией и Украиной. Поэтому я от всего сердца присоединяюсь к акции солидарности из моей холодной Москвы. Цель у нас с вами одна – это свободная Россия, свободная Белоруссия, европейская Россия и европейская Белоруссия. Я как историк, вы с этого начали, абсолютно уверен, что Россия и Белоруссия будут свободными. Выражаю вам свою солидарность. Да здравствует свободная Россия, свободная Беларусь. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вот мы тоже считаем, что от Хабаровска до Бреста диктатуре нету места. И от меня огромное спасибо, Владимир. Я бы тоже лично подписался под каждым сказанным вами словом. И, наверное, очень символично, что сейчас я с большой радостью передам слово моему земляку, витеблянину Сергею Наумчику, заместителю председателя Рады БНР. Хотя я всегда повторяю, что не существует новой или старой оппозиции.
Мы все боремся за одно дело, мы только что слышали с нашими коллегами в России, да и во всем мире. Но все-таки есть люди, которые в борьбе с режимом уже не одно десятилетие. И я просто преклоняюсь перед ними. Сергей, я просто очень рад сейчас предоставить вам слово, и нам есть чему поучиться у вас. Все еще остается вот такой молодой зазор, и самое главное, вы как профессионал, наверное, справитесь и уложитесь буквально в несколько минут с вашим очень почетным правом открыть уже сейчас официально нашу конференцию, потому что после ваших слов приветствия мы начнем работать уже по-настоящему. Вам слово. Дякую, Михаил. Шановные удзельнікі, дорогие гости, я найперш хочу перадаць прывітанне ад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, ад яе старшыні Івонкі Сурвілы. Конечно, я, як і вы все, вот зараз под уздзеяннем тых цёплых слоў, якія прагучалі са сталіцаў, из европейских столиц, и от нашего сябра с Москвы. И вот, когда мы читаем часом и в социальных сетках оценки теперешних подей, мы бачим такие вот словы, что ну так, вельми добра вот этой солидарности нагучить с Европы, вельми шмат робить Тихановская, вельми шмат робить диаспора, але вот у Беларуси дни все больше и больше черные. И я просто хочу вернуться до почать и фактично только одну деталь сказать, вот, якая будет выникать с апошних слов, якія сказала Светлана Тихановская, что это история перемоги. Вот, разумеется, мы зараз еще, может быть, не все усведомляем, что мы зараз назираем абсолютно якостно новый этап протестов. Это протест, это этап, яким обозначено уздыманием национального бел-червона-белого стяга, и гэты сцяг абазначыў трансфармацыю проста пратэста ў нацыянальны вызвольны рух. А вось гэтым змаганнем з бел-чырвона-белымі сцягамі, ввогуле з абсурдным нейкім змаганнем з бел-чырвона-белымі колерамі, якія зараз пачаў Лукашенко, які проста шырыцца ў Беларусі, проста сапраўды даходзіць да абсурду, даходзіць да маразма, Лукашенко залез у нейкія вельмі такія патаемныя, вельмі сакральныя глубіні беларускай душы, народнай душы. Бо, ведаеце, можна раздавіць электаральны пратэст. Як так адбылося, скажем, у 2010 годзе. Можна раздавіць эканамічны пратэст, але ніколі і нідзе не ўдавалася раздавіць і знішчыць нацыянальна-вызвольны рух. І калі б студэнт Мігілёўскага педінстытута, ЕСТФАКа, педінстытута Александр Лукашенко больш уважліва слухаў лекцыі пра, як тады называлі, нацыянальна-асвабадзітельнае движение, он бы ведаў, што ніколі гэты рух не ведаў паразы. Вось зараз той рух, які мы назіраем ужо шмат, як сказаў Михаил, дзесяцігоддзяў, але калі, скажем, у 95-м годзе, вот тое, з чаго пачаў Лукашенко сваю прэзідэнцкую кар'еру са знішчэння бел-чырвона-белага сцяга, пагоні, мовы, тады гэта хвалявала, можа быць, тысячы людзей. Зараз гэта просто закранае сотні і сотні тысяч людзей. І вот гэты рух зараз выйшаў на фінішную прамую, таму што ён набыў нацыянальна-вызвольны характар. Паглядзіце, ліст у Генпрокуратуру з забаронай бел-чырвона-белага сцяга падпісала 100 чалавек. Інтэрнэт-пратэст, дзе даволі цяжка было, в прынцыпе, падпісацца. Я так і не змог гэтага зрабіць, там нейкая складаная сістэма, але падпісала ў 1000 разоў больш, больш як 100 тысяч чалавек. Значыць, гэты рух, гэты нацыянальна-вызвольны рух, ён будзе абавязкова пераможны. Можа быць, гэта зойме пэўны час, і, конечно, гэта будзе не адзін дзень, не адзін месяц, але ён будзе, безумоўна, пераможны. Вось гэтым змаганнем з бел-чырвона-белым сцягам, з пагоняй Лукашенко ў 95-м годзе пачаў сваю прэзідэнцкую кар'еру. І вось гэтай паразай ад нацыянальна-вызвольнага руху, ад бел-чырвона-белага сцяга, ад пагоні, ад гэтага рыцара, які, калі мы прыгадаем словы нашага геніяльнага паэта Максіма Богдановича, б'е мячом у сэрцы, Лукашенко сваю палітычную кар'еру і завершыць. Будзем разам і жыве Беларусь. Жыве вечна, спадар Навумчык. Дзякуй вялікі, што былі з намі сёння. Беларусы розных краін разам з вамі да перамогі!
Solidarity. Together. Solidarité. Ensemble. Солидарность вместе. Solidarumās kartu. Solidaritet. Solidarība bijakat. Solidariteet samen. Solidarisuus yhdessä. Ванде, идзи. Алиленги, мазы. Solidarитет сам. Нас шмат, і ми ёсць. Солидаритет. Сам. Нас шмат, і ми ёсць. Solidariedade junto. Нас шмат, і ми ёсць. Солидаритет gemeinsam. Нас шмат, і ми ёсць. Нас шмат, і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Наш шмат, і ми ёсць. Наш шмат, і ми ёсць. Шмат, і ми ёсць. Наш шмат, і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Наш шмат, і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Нас шмат, і ми ёсць. Нас шмат, і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Нас шмат, і мы ёсць. Нас, беларусаў па свеце, мільёны. У снежным Іркуцку, пясках Арызоны. У Салваторы, Тбілісі і Рымі. Кожны з нас марыць аб вольнай радзіны. На Скандынавы, горцы і маўры. І лігівушку ёсць бакалаўры. Наш шмат і мы ёсць. На Фудзіяме, у лясах Амазонкі. Нацыі нашай пішам старонкі. Сочым, працуем, марым і верым. Што разам радзіму да лепшага зменім, адчынім мяжу, усталюем законы. Каб стала бяспечна вяртацца дадому, разам мы зможам усё. Нас шмат і мы ёсць. Шаноўныя сябры, сёння, у Дзень салідарнасці з Беларусю, я хачу нагадаць вам, што мы разам. Нас шмат, і мы ёсць. Жыве Беларусь! Шмат і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Наш шмат і ми ёсць. Наш шмат и мы есть. Наш шмат і ми ёсць. Да. Михаил, просто до слез. Так приятно видеть много знакомых лиц, и вот даже сама приняла участие. Но сейчас хотела бы сказать, наверное, все-таки еще раз огромное спасибо всем политикам за слова поддержки и солидарности, которые для нас сегодня очень важны для всех белорусов. Вы придаете нам сил и уверенности. Да, было так сильно, если честно, даже немножко дыхание перехватило, но секундная пауза и продолжаем дальше. Кстати, Белла, мы на таких эмоциях даже забыли рассказать, почему мы проводим нашу онлайн-конференцию именно сегодня. Ну, конечно, последние полгода смыслом нашей жизни стала вот эта именно борьба за свободу в нашей стране, и совершенно не осталось уже сил. Да, Белла, ты права. Уже 6-й месяц взгляд всего мира направлен на нашу Родину. И мы слышим не только критические слова, не только слова, обращенные в сторону кровавого диктатора, захватившую власть, но и ощущаем огромную поддержку, огромную солидарность от всех демократических сил. Михаил, вот ты часто общаешься с разными политиками. Мне интересно, какой вопрос разного рода политики задают тебе чаще всего, когда речь заходит о Беларуси? Дай минутку подумать. Заодно смогу еще раз отдышаться после такого видео. А я пока напомню, что все наши зрители могут задавать вопросы в Q&A
боксах в YouTube и Zoom. И мы постараемся на эти вопросы ответить, но в конце нашей трансляции. А у меня уже есть ответ на твой вопрос. Знаешь, я подумал, наверное, самый частый вопрос, который мне приходится слышать, это чем мы можем помочь Беларуси? Чем мы можем помочь справиться народу, только что зародившемуся гражданскому обществу в актуальной ситуации? Слушай, ну вот это синергия, потому что именно этот вопрос мы сегодня и хотим задать участникам нашего круглого стола. Да, круглый стол. За таким столом точно сегодня вечером не получится плотно поужинать. Но, я уверен, в споре должна родиться истина. И мы приглашаем за наш круглый стол ведущих мировых и белорусских политиков. Ну, а я передаю в надежные руки модерацию этого круглого стола своему коллеге с Радио Свобода Алексу Знаткевичу. Вітаємо. Вітаю, господарство. Вітаю, господарство. My name is Alex Znatkevich. Hello, I'm a journalist of Radio Free Europe, Radio Liberty, and we have a lot of important people now on our connection. We definitely have Katarina Maternova, representative of the European Commission, Deputy Secretary General, Director General of the European Commission. We also supposed to have Tomasz Petricek, the Foreign Minister of Czech Republic, but I'm not sure, I didn't see him among the participants here on who are connected. Yeah, he is here. The video. He is here. We also have Pavel Latushka, head of the National Anti-Crisis Management. We have Frana Kviachorka, senior advisor to Svetlana Tikhanovskaya. And we have Fiola von Kramon, member of the European Parliament. And also unexpectedly, I was told that we also have Roberto Mantella, Secretary General of the Parliamentary Assembly of the OSCE. Maybe he will also want to join the discussion. But before we start the discussion, we also have a video recording of a person who participates in our discussion, but not in person. This is the representative of the United States State Department, and Mr. Philip Rika, Assistant Secretary of State in the Bureau of European Eurasian Affairs. So I would ask please to put his video. Thank you, Mr. Znatkevich, for inviting me to speak with all of you today. It is my honor to join you in recognizing the Day of Solidarity with the people of Belarus. On Tuesday, Belarusians will mark 6 months of peaceful protests following the fraudulent August presidential elections. We recognize the amazing strength and resilience of the Belarusian people, demanding their voices be heard. Belarusians of differing backgrounds and ages who courageously carry the banner of this movement both at home and abroad, despite violent pushback from the entrenched regime. The justified desire of the Belarusian people for a truly democratic government that will respect universal human rights, fundamental freedoms, and the rule of law was clearly evident to me during my own visit to Minsk in 2019. I remain in awe of your commitment and courage. I have great admiration for all those who continue this fight in the face of increasingly brutal repression from the state security services and biased courts. The desire to determine one's own future and freely choose one's own leaders is something the American people intrinsically understand, value, and support. President Biden acknowledged the brave citizens, journalists, activists, and ordinary people documenting these extraordinary events as fundamental to any democracy. Through the efforts of such people, we know the full truth about the assaults on democracy being committed by the Belarusian authorities over the past 6 months.
Alexander Lukashenko has announced he will hold an all-Belarusian People's Assembly on February 11th. This conference can claim no legitimacy as a forum for national dialogue when it excludes the views of the majority of the people, including those represented by the protest movement. The United States has and will continue to call upon Lukashenko and his regime to engage in open dialogue with Ms. Tsikhanouskaya and other members of Belarus's growing civil society and opposition movements. I know our ambassador-designate to Belarus, Julie Fisher, who met with Ms. Tsikhanouskaya this week in Vilnius, will continue to grow our partnership with the Coordination Council and others seeking a brighter future for Belarus. We urge Lukashenko's regime to take real steps to end the crisis its election fraud and ongoing crackdown have unleashed. We also call for the immediate release of all political prisoners and an end to the unconscionable violence being committed by security services against citizens peacefully seeking a better, more democratic future. We are deeply concerned about the human rights situation in Belarus, which continues to deteriorate. More than 200 political prisoners, thousands of arbitrary arrests and detentions, a targeted campaign of repression against opposition figures, civil society, and independent media. Law enforcement has perpetrated too many extreme, needless, and senseless acts of violence carried out by the very people who are charged with protecting the citizens of Belarus. I must also mention your colleague, the blogger and activist Ihar Losik. As you know, he recently concluded a 6-week hunger strike to draw attention to the plight of the opposition in Belarus, and has been jailed for almost 7 months on charges of organizing demonstrations prior to the election. I applaud Mr. Losik for his courage and dedication, not only to his fellow citizens, but also to the principles of a free press and accountability for all. Tactics like those used against Mr. Losik hurt Belarusian citizens most of all by depriving them of factual information and seeking to suppress their right to freedom of expression. On the occasion of the International Day of Solidarity with Belarus, the United States recommits to long-term support for and partnership with the Belarusian people and their desire to live in a truly representative and democratic society. Long live Belarus! Živje Belarus! Живи вечно. That was the Assistant Secretary of State, Mr. Philip Rika, and now we go straight to our discussion. I think we are behind the schedule, so I will ask everybody to be brief, and we get straight to the point. The first thing I would want to ask, what things the world is doing right? And when we speak of the world, it's probably the collective West, the United States and the European Union. So what things are done already and should be continued, and what one step is not done and should be introduced? I would ask Mr. Latushka to start, so the Belarusian side will voice their opinion first, and then I'll ask for a response. Do we have Mr. Latushka on? Thank you so much. Добрый вечер. Прежде всего, позвольте мне высказать признательность всем организаторам конференции и прежде всего белорусам зарубежья за проведение Дня солидарности с Беларусью. Это очень важное мероприятие, которое еще раз и еще раз обращает внимание мировое сообщество на ту ужасающую ситуацию, которая складывается в одной из европейских стран в 21 веке. Не белорусский народ, безусловно, не все мировое сообщество не может быть безразличным к тому масштабному репрессивному действию, которое осуществляет власть в отношении белорусского народа. Подтверждением чему является тот факт, что на сегодняшний день 226 граждан Беларуси являются политическими заключенными, и это признано правозащитными организациями. Вчера список вновь расширился, к большому сожалению,
Туда добавилось 2 имени, позавчера 4. Каждый день эта цифра растет. Мы читаем новости из Беларуси, как новости, сводки военных действий. Уголовные дела возбуждены на более чем 1000 человек. Более 33 тысяч белорусов были задержаны и арестованы за этот период. Известно о более 1800 фактов пыток. Вчера 15-летнего подростка, создавшего один из телеграм-каналов, осудили на 2 года тюрьмы. Это самый молодой политический заключенный в Беларуси. И, наверное, самый молодой за десятилетия истории современной Европы. Те, кто вышел из изоляторов, буквально на этой неделе говорят, что заключенные содержатся в ужаснейших условиях. И это условия фактически пытки в отношении граждан. Уже 3 недели не принимают в следственных изоляторах передачи и не выдают матрасы для того, чтобы можно было бы спать. У заключенных неделями нет сменного белья, теплой одежды и средств личной гигиены. Нет доступа к нормальной еде. Мы сейчас говорим про ужасающие цифры. Я еще раз хочу обратить внимание всех участников этой конференции. Ужасающие цифры, которые каждый день увеличивает режим. И мы говорим не о серийных маньяках или убийцах. Это все происходит с людьми, которые хотят отстоять свое право, базовое право на свободу в центре Европы. В это время кошельки режима продолжают спонсировать Лукашенко и его режим. А чиновники не просто не представляют интересы народа, они ужесточают ситуацию в стране. Им все сходит с рук. Мы призывали и призываем мировое сообщество, первое, вводить реальные, жесткие, персональные санкции в отношении всех виновных в репрессиях. Мы говорим о том, что необходимо ввести санкции в отношении всех судей, которые выносят неправосудные решения, прокуроров и следователей, которые нарушают законы в нашей стране. Только системными действиями мы можем остановить эту ужасающую репрессивную машину. Мы призывали и призываем к санкциям на компании, которые спонсируют режим. Мы призываем прекратить, это второй момент, мы призываем прекратить все финансовые потоки, которые помогают Лукашенко держаться у власти. Не оставаться в стороне и принять самую жесткую позицию по отношению к Лукашенко, насколько это возможно. Третье. Мы предлагаем признать режим Лукашенко террористическим, как осуществляющим террор в отношении целого народа. Четвертое. Мы призываем избегать любой легитимизации Лукашенко, игнорировать его и его окружение. Политическая изоляция – то, что должно произойти. Пятое. И, конечно, мы призываем мировое сообщество проявлять солидарность. Мы видим и слышим эту солидарность, но она не должна завершаться, она должна быть до того момента, пока режим не падет. Эта солидарность может проявляться в любом виде. Мы благодарны всем, кто делает это и помнит о том, какой концентрационный лагерь в 21 веке создается в европейской стране. Убеждены, что только системные действия по оказанию масштабного давления на режим могут изменить ситуацию в Беларуси. Пожалуйста, говорите о том, что происходит у нас в стране. Пусть эта повестка звучит на каждой встрече. Станьте голосом белорусского народа. Мы прошли уже большой путь, но пока режим Лукашенко у власти. Это значит, что мы должны продолжать до самой победы и действовать еще более целеустремленно, организованно и массово. И тогда у нас все получится. Еще раз благодарю организаторов этой конференции. Thank you, Mr. Latushka. Дякую.
Just one thing, if we have Minister of Foreign Affairs of Czech Republic, Mr. Tomáš Petříček now, and we have Katarina Maternova from European Commission now. So if you ask them for one thing to do, the most important thing to do, what would be it? Please be brief. Прежде всего, это значительное расширение санкционного инструмента. У меня только что был Zoom с одним из регионов Беларуси, и люди высказывают в диалоге огромную надежду, что Европейский Союз наконец-то решится и введет реально ощутимые санкции в отношении режима. Если мы сравним санкционную политику ЕС в 2011 году, когда на площади Независимости была разогнана акция протеста, когда были задержаны все кандидаты в президента, а та ситуация по масштабам репрессий не соответствует ситуации 2020-2021 года, тогда Европейский Союз действовал более масштабно и более системно. То есть сегодня говорить о том, что... Thank you. It's clear. We don't have much time. Sorry, Mr. Latushka. So now I want to give the mic to Ms. Maternova, and I ask her to answer this proposal that the sanctions should be much stronger, that the sanctions in the year 2011 were stronger than they are now, when the situation was not as harsh as it is now. Добрый вечер, шановні сябри, дорогая Светлана, dear Franak. Я очень рада, что могу быть с вами здесь на конференции к Дню солидарности с Беларусью. I'm very, very deeply impressed by the Belarusian people's unwavering courage in pursuit of the democratic future of your country. This has been unbreakable in a way that has been awe-inspiring and admirable for the last 6 months, notwithstanding the increasing violence and challenging winter conditions. I must say that it's been with a little bit of sense of envy even to look at how people go to the streets to essentially express their deep desire for democratic freedoms and just a decent life. And I just want to say that the European Union stands by the people of Belarus in this push for democratic change, and that Belarus is high on our agenda. And we have been vocal and united in the condemnation of the repression, in the request to immediately release the political prisoners. And on the specific issue of sanctions, we have imposed sanctions against 88 persons and 7 entities responsible for the electoral fraud and the ensuing repression, including Alexander Lukashenko, whom we actually don't recognize as a president. On the issue of expanding the sanctions, I will let Minister Petříček speak, because that is an issue that needs a unilateral agreement among member states. The European institutions can only make a proposal, but it is really up to the member states to be able to agree on that. But what I would like to really say, Minister Heiko Maas in the opening statement said that the genie of democracy is out of the bottle. And I think that this is really a challenge in a positive sense to all of us to really step up. And what I'm proud to say that we have significantly stepped up our engagement with the Belarusian people and civil society. We have very quickly turned around our programs to provide medical and psychological assistance to the victims of repression, legal assistance to be able to document the cases of torture and ill treatment of prisoners. And we are closely working with, for example, the European Endowment for Democracy to provide emergency support to especially independent media. We have put together
and reordered in a very quick span of time 24 million euro package to support the civil society independent media, but also put specific emphasis on students, youth and academia through scholarships and mobility schemes, as well as support, as one of the speakers at the beginning spoke about, the important IT and other sectors of the economy. We have put together a 10 million euro package for the small and medium-sized enterprises, as well as support the health capacities to help fight the current COVID pandemic. So I just want to reiterate that, as Mr. Latushka said, that we should not be working with the government and not be providing a lifeline to the regime. That's very much what we have now done. We have really suspended about half of our bilateral assistance to Belarus, notably the programs that worked and benefited directly the government, and we continue the ones that bring direct benefits to the people of Belarus. As I mentioned, youth, academics, SMEs, environment, civil society, and independent media. We also started a structured dialogue with the National Council and Svetlana herself and her team, and are very much hoping that we can align our ideas and map areas for the future of our assistance. And we do that together with our member states and other like-minded partners like the US, Canada, etc. So I will stop at this, and if there are any questions, I'm happy to answer. And we stand with Belarus, and Žive Belarus. Живи вечно. Thank you, Ms. Maternova. And now I want to give the mic to Minister Tomasz Petricek. You heard that the question was redirected to you. Yesterday, there were new sentencing of people. They get years behind prison bars. So that either means that the sanctions are not working properly yet, maybe more time is needed, or maybe fresh sanctions, wider and broader, are needed soon. What would you say? Is there a chance for that? Thank you very much, first of all, for invitation. It is a pleasure to speak here on the conference of solidarity with Belarus. I would certainly like to stress that our position, our assistance to Belarus have always reflected also our own history, our own Czech historical experience with totalitarian regime, and that's why we have been supporting civil society in Belarus, freedom fighters in your country for years. It is nothing new for us. Let me briefly react to the question raised. Sanctions are a tool to increase pressure, to raise the awareness. It is not a tool that might achieve the change in itself. The change always comes from within, and that's something we have also witnessed in my country. It was the people of Czechoslovakia who so long opposed to the regime that it imploded in 1989. It was not because of sanctions coming from abroad. It was only because people wanted change. And it was also because we had such a strong support from abroad. Sanctions in this play an important role. It is a support, practical support coming from your partners in the European Union. And since August last year, my country, as a member of the EU, have supported all 3 rounds of EU sanctions against Belarusian officials and entities to express our clear position on the unacceptable behavior of the regime and to punish those responsible for violating
civil and human rights in the country and persecuting protests. However, once again, I would like to stress sanctions is not the only way how we are expressing our support. Sanctions cannot bring the change in themselves. It only increase international pressure and force the representatives of the regime to reconsider some of their entrenched positions. I have said this on many occasions. I believe that the only way out of the crisis, out of the situation in Belarus, is a genuine dialogue with civil society, with democratic opposition. The logical outcome of this dialogue should be new, free, and fair elections. That's clear. And we all, be it in Belarus, in the EU, in all like-minded democratic countries, should support this aim and this ultimate goal. And in the meantime, we need to continue supporting free-thinking freedom lovers in Belarus through practical assistance. Madam Maternova mentioned what the EU has been doing for some time, and member states as well, supporting civil society, independent media, providing assistance and scholarships to Belarusian students, diverting assistance from the regime towards direct support of civil society. That's what we need to step up in the future and what we need to continue in. However, to limit our effort only on sanctions would be a mistake at the end of the day. Thank you, However, if I may just add, as I said, we are ready to step up our effort on this as well. As Madam Maternova said, it is at the end the decision of the member states. Is there a chance there will be consensus among the member states on this? We need to use full toolbox we have to bring freedom to Belarus, and I'm ready to support it. Thank you, Minister. We have also Frana Kviatchorka, the senior advisor to Svetlana Tikhanovskaya here, and I want to ask him the same question I asked Pavel Latushka. Maybe you have some ideas of what is not being done yet and should be done by the international community to help Belarus, and what is being done properly and should be continued. Thank you, Alexei, and thanks to all organizers and participants and dear guests and Minister Petrushek and Katarina Maternova with all her team, and of course Viola, who helped us a lot, and my colleague Pavel Latushka. I also want to mention the presence of Roberto Mantello, because he was one of the first who helped us in building the dialogue actually with a representative of other side, and actually OSCE became the first organization who really succeeded in building these bridges. And this is another side of this help, which we badly need, not just sanctioning the regime, not just helping people, this is obvious, but also find the way out, find the way and the instrument to build bridge and the connection, because we need to talk and we need to find the way to solve this crisis and to bring Belarus to the peaceful solution and to new elections. I would like to answer your question, Alex. I think what is important and what was done, the unity. I think for the first time, perhaps the European Union, the UK, the US, Canada, and many other actually players are speaking in one voice. I don't know any country who involved, who trade, who collaborate with Belarus, perhaps besides Russia at this point, who didn't pay attention to this mass repressions, crackdown, and atrocities. I think all these positions on not recognizing Lukashenko, supporting a democratic movement is unifying at this point. But what was not done, I think, consistency. This is what we lack. Unfortunately, the attention span is very short. When people are beaten, tortured,
we have few weeks of European or American attention, and then their attention is going somewhere else. And we also can see that only 80-something names are sanctioned compared to 150 name sanctions after 2010, when the repressions were much smaller. So there is no consistency, and also perhaps we lack plan on isolating Lukashenko and on helping civil society. I know that Mrs. Maternova with her team working very well actually on developing such plan, but I think this plan must be much bigger, broader, and concise. I think 3 pillars of the help the West can do for Belarus. First pillar is solidarity and support. This is something that matters and important now. Help independent media, help civil society. You know how much one lawyer for political prisoner costs? $1,000 a month, and these are huge money for ordinary Belarus family. So this assistance and helping people on the ground is must. The second pillar is pressure on the regime. Pressure to force the regime to be involved in dialogue, forcing for dialogue. This is what we need badly as well. And I think we use only 10% of all tools that the Western countries have. And the third pillar, perhaps we all often underestimate its justice. We have, since there is a legal default in Belarus, but there are many international tools like universal jurisdiction, like international investigation that can be conducted by coalition of governments or state or different states, and international courts. There are mechanisms, there are tools to bring people to justice for all atrocities convicted in the fall and in August last year. Thank you, Franak. I think we have on connection Roberto Mantella, Secretary General of the Parliamentary Assembly of the OSCE. Do we? If we do, I would like him to also answer the question of whether the OSCE is able to use its instruments to press the Belarusian authorities for release of political prisoners, and what can the OSCE do more in this regard? Thank you, Alex. I was going to be on a listening mode, exactly not to hamper our activity of building bridges between the activity of Franak and Svetlana and the authorities in Minsk. But as you ask about what the OSCE can do, the OSCE, with a chairman in office when there was the Albanian chairmanship, as soon as the situation started in August, offered the good offices of the OSCE to establish a dialogue with Minsk. And this offer is still available from the OSCE executive structure. Also, Minister Ann Lindh from Sweden has offered this to the authorities in Minsk, and the OSCE Parliamentary Assembly and our leadership is ready to step in and to be ready to build bridges between the two sides. I mean, Franak mentioned it, as the OSCE Parliamentary Assembly have tried to, of course, work institutionally with the head of the Belarus delegation in the OSCE Parliamentary Assembly, and we put them together in a dialogue together with Svetlana, and that's probably, Franak will correct me, Franak will correct me, this is my son, is probably been the only time when the opposition and Svetlana has had a chance to actually have a normal discussion with the authorities. And we in the Parliamentary Assembly think that this is very important. I think the authorities should establish regular dialogue and listen to what are the concerns of the opposition, and have a discussion based on the values that we all share in the OSCE, and values that, I will remind, the Belarus government has subscribed to. So all those who are within the OSCE family have subscribed to the values of democracy, of freedom, of human rights. So we hope that this dialogue will indeed happen very soon. We have a German special representative from the OSCE Parliamentary Assembly, Daniela de Rieder, who is in charge of
main person in charge of Belarus also. And she has already had yesterday a discussion with Svetlana Tikhanovskaya. She was supposed to also talk to Andrei Savitnik, the head of the Belarus delegation, but it couldn't happen yesterday, but it will happen next week. So there is a dialogue ongoing between us and the authorities in Minsk in helping forge a dialogue with the opposition. But congratulations also for the event. I think this is very important, and also the guests that are in this panel are people, I know some of them, Viola von Kramon and others, are very well knowledgeable of the situation, and it's very good that the discussion is ongoing. Of course, I will not enter into the debate over sanctions or not sanctions. It's not my role, and I want to remain, as institutional as possible, but there is nothing wrong with me listening into this debate and of course explaining what the OSCE Parliamentary Assembly is doing. So thank you very much, Alex. Thank you very much. This was Roberta Montella, the chairman of the Secretary General of the Parliamentary Assembly of the OSCE. And I would like to dwell on the point that was given by Franak, that there's certain inconsistency maybe in supporting Belarus. And one of the things we do have some questions in Q&A. And one of the things that Yuri is asking is that recently in the media space of the world, there are fewer reports about the situation in Belarus. So if BBC and CNN will speak more often about Belarus and about violence in Belarus, there'll be more attention in the United States and the European Union. And I would like to give the mic to Viola von Kramon and ask her, what do you think is possible to do to keep this attention? What is possible to do to keep it more consistent from the Belarusian side and maybe from people who are interested in Belarus in the international community? I think events like such you have organized today is a good, not a start, but you do this permanently in a very systematic manner. And as Franak has rightly said, the attention span, not just for Belarus, but for all conflict and war situation, are very, very low. And this continuous, let's say, network of and cooperation of us politicians, decision makers in the European Parliament, but also and especially in the national parliaments, and people like the minister here and others who need, of course, the continuously briefing of people on the ground, but also the team and the experts around Svetlana Tikhanovskaya and others are of utmost importance. And I guess you do whatever you can to give us the inside information we need for further action. But what I do see is this lack of consistency. I see exactly what others have said before. Countries such as Lithuania and Poland opened very, very early their borders and really supported with a lot of means and actions and legal support the victims, while Germany only now finally has ratified a so-called plan for Belarusian victims 6 months after the fraudulent elections. And I hope it will work and I hope it will be effective. But so far it was more or less a shame that many people who asked for support in Germany were not being taken by the embassy and by the consulate. So if we could even increase this concrete help and could ask more member states to support in a very practical help, as Franak has said, for example, finding money for legal support for the victims and for those who are in prison. Raising awareness in the newspapers. I think in Germany it works pretty well. I see a continuously information in the news and in the bigger newspapers for sure, and also in radio and public broadcasters. They keep informing about the situation, the cruelties, the mass atrocities, and so on. So how to raise the awareness in the States? I guess that with the Biden administration, there is a different level of awareness, and I really appreciate the statement, the long statement, the full of empathy statement today by the
assistant secretary. I think that is a good start for a new kind of a cooperation, which we were lacking over the last month. And I could imagine that with this new diplomatic ties, we could also increase then the media awareness, which is necessary. But you're absolutely right. I mean, we have the trouble now in Russia, and we see a lot of places all over in the Soviet, let's say, post-Soviet sphere, where people are in need, where more or less fragile situation. And of course, it is difficult to keep the same level of awareness for all this region and for all the situations, while we are at least are sure and united when it comes to Belarus. And this was mentioned by many of my colleagues here before. I think there's almost no topic in the European Parliament where so many of our members of the parliament agree on, and where we are very firm and very much committed. And now we have to transfer this a little bit more to the member states. That's my impression. Thank you, Ms. von Kramon. And I want to ask the same question of Ms. Maternova. Maybe you also have some advice on how to keep Belarus high on the agenda of the international community, including the European Union. Well, doing what, as Viola said, doing what you're doing, I think that engaging media, engaging politicians, engaging the European Parliament, and also doing outreach to European member states is all important. What we are trying to do from the side of the European Commission is to help you in that and provide the tools to be able to do it. But the problem is there is a bandwidth issue, right? There are so many problems. The COVID crisis is first on everybody's agenda. There are all sorts of issues. So there is definitely a competition for attention. But I think that the perseverance and courage and really impressive going to the streets is something that really captures people's imagination. And so doing what is being done, organizing conferences, going to the streets, and we are standing with the people of Belarus and will continue to do so. Thank you. And I will also want to ask this of Mr. Petricek. Do you maybe have some advice to chip in? I also believe that we as an international community also has to continue paying increased attention to human rights situation, to situation of people who are persecuted by the regime, and raise it on a regular basis. It has been mentioned by Philip Riker in his statement. The situation of a blogger, Mr. Losik, was, for example, the case for increasing international attention to individual story of a person who is just only calling for more freedom. Another support, practical support for the period to come is we need to have good reporting from Belarus. We need to support people who bring the news from Minsk and other cities to international audience. We need to provide them with material they need for their work, with financial assistance, and allowing them to be on the ground and to speak loud about what is happening in Belarus. And this is a way how to also continue in attracting or maintaining the attention of international audience to what is happening in Belarus, and also to use international fora. OEC is one of them.
but we can use also Human Rights Council of the United Nations on a regular basis to raise attention to the situation in Belarus. We have Council of Europe for this purpose as well. Let's concentrate all partners' attention to these instruments and make them use them as effectively as possible. And last but not least, I think it is also about bringing people together. Now it's very difficult in this situation with COVID, but supporting individual Belarusians, be it students, young entrepreneurs, people who just need to come to Poland, Czech Republic, Germany, elsewhere to meet their peers, is also a way how to bring attention of professionals to what is happening in Belarus, to bring attention of academia to what's happening in Belarus. And I'm glad that many countries have already put in place proper instruments that facilitate all this. My country has very quickly introduced immediate response to the situation after the fraud elections, assisting not only people who are injured, but also assisting students who are kicked out of the schools because of their political opinions, providing them with easier visa access and so on. So there's many practical ways we can help people who are now persecuted in Belarus, and we can do also a lot for keeping the attention to what is happening. I think that the worst case is that people will start feeling abandoned, and this cannot happen, because that was what I wanted to mention in the beginning. Even during the worst time of normalization in Czechoslovakia in 70s and 80s, there were always people from abroad who supported morally, practically, symbolically, the people who opposed the communist regime in my country before 1989, and it's very important. Thank you. We are running behind the schedule, but we started later. So I'm asking whether you still have some time to stay for more questions, or are we supposed to finish pretty soon? Like right now? Do you still have about 10-15 minutes? All right. We do have one question I think I should ask it of Mr. Mantella, although you wanted to be a listener, but if you are still ready to answer, I would appreciate if you join the discussion, because we have a question of Bogdan Nahailo, who asks what has happened to the OSCE Moscow mechanism, and which is a very rare occasion. Belarus is a very rare occasion of this mechanism being introduced. So, Mr. Mantella, maybe you want to tell us what happened to the mechanism. You're really putting me on the spot. The mechanism is in place, and it requires, of course, also the collaboration of the Belarus authorities. But it's been triggered, it's in place, and Svetlana's team is informed. They've also met with some members of. Have you had any response in the sense of them being ready to collaborate under certain circumstances, maybe under certain conditions? I can speak for my side. I've been in touch with the Foreign Minister Mackay. I've been in touch with the head of the Belarus delegation, and have informed them of our discussions with Svetlana Tikhanovskaya's team. And they have been receptive to my messages. In September, they actually had a bilateral meeting also with the leadership of the OSCE Parliamentary Assembly, so with the OSCE PA Bureau. They've discussed, each of them presenting their position. So, but we try to collaborate also with the authorities who are in place there. And this is our role, try to create the conditions of dialogue. Thank you, Mr. Mantella. And now I want to give the floor to everybody just for the final remarks. Please be very brief, and I should start with the Belarusian side with Mr. Latushka again, because he's been silent for quite long. Mr. Latushka, please give your final words.
for now. Я благодарю всех высоких участников за участие в этом мероприятии. Еще раз, может быть, отвечая на слова моего коллеги, министра иностранных дел Чехии, хотел бы сказать, что белорусы абсолютно отдают себе отчет, что судьба Беларуси в руках самих белорусов. Но без поддержки в сегодняшних условиях мирового сообщества, Европейского Союза, мы обречены на годы сражения, борьбы с этим режимом. Вы должны понимать, что сегодня в Беларуси фактически создается концентрационный лагерь, где стоят уже вышки, на которых уже стоят солдаты с автоматами. Завтра они будут стрелять. Каждый день арестовывают и сажают в тюрьмы. Каждый день. Поэтому для нас важна, и белорусский народ борется, но белорусский народ фактически идет на сражение с той системой, которая будет его подавлять, уничтожать. Спасибо за солидарность. Дякую. Thank you, Mr. Latushka. And now I want to give the mic to Mr. Petricek, because we have a question for you. Which countries in the council block or water down the sanctions list? That's a pretty blunt question. Name and shame is a good way to get further. I would oppose the idea that blaming and shaming in the EU works in favor of reaching better outcome. We need to continue discussing with our partners, especially the most vocal advocates of the cause of freedom-loving Belarusians. I have to also again stress that we had 3 rounds of sanctions already imposed on individuals, on Belarusian entities that have contributed to repressions against civil society in your country. And we need to be ready and work hard on a consensus that we can and we should add in this front as well, if there is no chance to reach any change in Belarus. I said sanctions are a tool, it is not a goal in itself. We need to use a tool to make the goal closer, and the goal is free and fair presidential elections in Belarus. And for that purpose, we need to use all the instruments we as an international community have at our disposal. Thank you. Thank you, Mr. Petricek. Now, Franak, please also make a final remark. Thank you. I totally agree with Minister Petricek and of course with Roberto Montella. I think the devil is living in the detail, especially regarding sanctions and the tools. I think we were trying to put all the pressure, like the heavy artillery on the regime, but now we have time to think and find out the weak spots. And I think, for example, when we speak about sanctioning the whole enterprise, we can find out which European companies, let's say, trade with this or supply Lukashenko's companies with specific details. And we see, for example, from the cancellation of the ice hockey championship, that businesses can also be our allies in fighting the dictatorship. Actually, thanks to Czech Škoda, the ice hockey championship was moved to Riga, and that's a huge victory. The next campaign organized by Belarusian Fund of Cultural Solidarity is to exclude Lukashenko's propaganda TV from the European Broadcasting Union. And that's also possible. I think we have to involve business and make them our allies. We also should sanction specific groups, specific oligarchs, specific wallets, as we call them, who are very close to Lukashenko. And we know their names, actually, we know their assets. And as Michael Galler actually mentioned in the chat, that some countries block sanctions, I think we should work with them and convince why the sanctions important. Of course, some countries can lose in the short run from the sanctions, but in the long run, they will win the strong, prosperous partner. And this partner, the free, democratic, open Belarus,
will bring much more money to their countries. So, this reorientation from short term to the long run win for European partners might be the solution. Also, we should change the perception of Belarus. Belarus is many European stakeholders, that the world leaders, they want to close the issue, but not solve the problem. So we need to solve the problem. Lukashenko is the problem. Dictatorship is the problem, and we need to find the solution. Free and fair elections is the way to put Belarus on the way of democratic development, and this is our ultimate goal. We all are fighting for, and people in prisons are suffering for. Let's not forget about this. And of course, let's build alliances. This is what we need. All of you, all your countries, your governments, your parliaments did a lot already, but help us, Belarusian people, to build more connections around the world, and to, on one hand, to isolate Lukashenko, but on the other hand, also to build a long-term relationship, which will help Belarusians after Lukashenko to revive the country, to revive the state, because this future without Lukashenko will come soon. I'm pretty sure. Thanks again to everyone who helped Belarus. Thanks to Poland, Lithuania, who took huge responsibility in the very beginning and helped a lot, extremely important support for refugees, for Belarusian political leaders. Thanks to Czech Republic, who launched Medivac program for Belarus quickly, and those injured people, heavily injured people without parts of their bodies got treatment in Czech Republic and told their stories later. Thanks to Germany, UK, and Canada, who provided extremely important assistance to media, particularly. And I think media is very important to sustain our protest. We know that Deutsche Welle is launching this month the Belarus program on YouTube, on Telegram, everywhere. But let's think how to launch other programs, how to strengthen existing media, but to launch Belarus service of other international broadcasters like BBC, Voice of America, Radio France Internationale, and others. So there are many tools how to support us. No one will solve our problems except Belarusians, but with your support, this victory will be quicker, faster, less traumatic, and Belarus will be free sooner. Thank you. Thank you, Franak. And I want to give the floor to Ms. Maternova with your final remarks. We are running out of time, I guess, but still we have some time to finish. Okay, 3 quick points. One is very much agree with Franak on the media, and this is exactly part of the big emphasis that we are putting on in our current and also future programs. Second point, I am an undying optimist, and I really hope that the courage that people of Belarus show on the streets, and Svetlana and her team pressing from abroad will actually create the opportunity to have a genuine inclusive national dialogue. I really hope that the regime will realize that that's the only way to go, and we are ready to support that. And my third point, not to open up in closing remarks a whole new issue, but let's not forget that we are in the middle of a global pandemic, and Belarus is the only country that in the Eastern Partnership that has not agreed to work with COVAX, which is the global initiative to supply vaccines, and that's a huge pity. We already made deliveries. We are opening a new program with WHO that will be helping Belarusian hospitals, etc. But I would really urge and ask everyone to put pressure on the government to actually approach COVAX, because that's the fastest way to start getting deliveries of vaccines. And so I very much agree that democracy is important, and that's what we are discussing here, but let's also not forget about the time we live in, which is the global vaccine. And I'll just finish again with Žive Belarus. Живи вечно. Thank you, Ms. Maternova. And my last question would be to Ms. Viola von Kramon. I will allow
to ask the question for your final remarks, because we have a question about the GUBOPIC, which is the economic unit used against protesters as a repression tool, and the special riot police AMON. They were asked, like the representatives of Belarusian civil society asked to recognize them as terrorist organizations, and we got a response that it's impossible to do because they are state organizations. And of course, the criticism of this is there are certain Iranian organizations that are on the list of terrorists. So is there any chance that such organizations as AMON and GUBOPIC will be recognized by the European Union, for example, as terrorist organizations? Thank you. I think the debate about this has just started. Of course, we need majorities, political majorities. We have to convince, I mean, we need more proofs that they are all in the same camp. But I mean, when it's going on and that what we have heard, and Lukashenko really starts to build concentration camps to imprison and arrest people there. So that is another level. I mean, you always think this cannot become worse, and then you see the next day, the next week, the next month, there's still a deterioration of this. About the debate of accepting those group as terrorist group, I have no idea how far we can go and how fast we can go in that respect. I know there is a debate, but I'm not so sure how successful this might be. But you can be sure this will be picked up by many of us, and I know that many, especially of the friends of Belarus, are in favor of doing so. But maybe Mrs. Mahatanova knows more, but I guess we are still at the very beginning when it comes to that point. I would rather like to ask you that you go ahead with all your different creative forms of protest and really inspire people all over the world. That was being said by many people. But when I think of Maria's heart and the symbols of the protest movement, and now Navalny seeing in the prison doing the same thing, so you really understand, yeah, this is inspiring. This is spillover effect coming from Belarus to Russia, to other regions of the world where people suffer under their regimes. I think this is also a signal to Putin and to Lukashenko where the alliance are and what might happen to them if they are not ready to change. This will be not easy. That's also said by many people from Belarus. That will take time, but we have to be committed, and we can promise and definitely assure you our support. And many things have been said here before. Definitely we will try to increase the pressure. We will try to get this solidarity and support what people are needed, and also the justice, what Franak has said, is of utmost importance. And there the OSCE and other, let's say, international institutions play a crucial role. And even we need the cooperation of Moscow and Minsk. I think we can do more through this institution. Thanks a lot for organizing, and please, don't it should be repeated as much as we can. This kind of events are very helpful. Thank you very much. We have to finish. I think we should give the camera to Bologna. There was supposed to be an event there, but before that, I would like to read a point from Art Ledowski that please, if you have an opportunity, take a minute after your panel discussion, attend to Q&A section and take some questions from our attendees. If you can answer some of the questions that are in the Q&A section, please do. Thank you very much. Если мы готовы ответить на вопросы, то, пожалуйста, очень коротко, потому что мы уже с 17-минутным опозданием идем по нашим панелям, и я уже обращаюсь к тем, кто готовится выступить на следующих наших топиках. Рассчитывайте это время, которое мы задерживаемся. Спасибо, Михаил.
Я Да. предлагаю все-таки двигаться дальше. На наши вопросы пытаются многие и модераторы, и наши политики, и спикеры отвечать лайв напрямую в функции вопросов и ответов в нашем Zoom. Те, кто нас слушают в YouTube и ведут там активную дискуссию, заходите в Zoom, линк уже опубликован. Кроме того, что вы получите перевод в ту либо в другую сторону, вы сможете принять участие в дискуссии. И у меня сейчас было немножко времени. Во-первых, огромное спасибо участникам нашего круглого стола и особенно Алексу за модерацию. И, как я уже сказал, у меня было немножко времени не только выпить глоток воды, но и заглянуть за кулисы. И я хочу сейчас воспользоваться этой маленькой паузой и сказать огромное спасибо нашим переводчикам. Мы здесь многие непрофессионалы, волонтеры, дилетанты, включая меня, но наши профессионалы-переводчики делают не просто нереальную работу. Они уже второй час без остановки доносят до нас, третий час доносят до нас самое главное, и просто это прекрасно. Я заглянул за кулису, кроме переводчиков еще работают администраторы, наши организаторы, большой-большой тим. Всем огромное спасибо, еще сил продержаться до конца, и я надеюсь, в конце те, кто решится включить камеру, сможет включить камеру, мы всех увидим и поблагодарим. И с этой минуты у нас идет импровизация и сюрприз за сюрпризом, поэтому я передаю слово Белле. Да, Михаил, вот в 2015 году Беларусь приняла участие в Болонском процессе. Мы знаем, какие высказывания разные комитеты этого процесса делали по поводу ареста белорусских студентов. Ну а сегодня у нас есть уникальнейшая возможность, во-первых, выслушать, что говорит мэр Болоньи. Да? Его зовут Марко Ломбардо, и он сделал для нас специальное видеообращение по поводу сегодняшнего акта солидарности с Белоруссией с Палаццо де Подеста. Это главная центральная площадь в городе Болонья в Италии. Я предлагаю сейчас посмотреть на экран. Il Comune di Bologna continua ad esprimere e manifestare solidarietà e vicinanza al popolo bielorusso che sin da agosto è sceso in piazza per protestare pacificamente contro le elezioni del presidente Lukashenko. Il Consiglio Comunale ha adottato un ordine del giorno proprio per chiedere di fermare le violenze nei confronti dei manifestanti e tutelare la democrazia attraverso nuove elezioni libere e democratiche. A settembre è stata illuminata con i colori della bandiera bielorussa il Palazzo del Podestà di fronte Piazza Maggiore proprio per manifestare vicinanza e solidarietà al popolo bielorusso e così continueremo a fare finché non ci saranno nuove elezioni libere e democratiche. Прекрасно. И, как я понимаю, сейчас все зависит от наших администраторов, смогут ли они подключиться в Италию, в Болонью, на их центральную площадь и показать нам прекрасно подсвеченную мэрию города. Мы уже видим. Уже на связи. Грация, грация, чао! Чао, чао! Добрый вечер, дорогие белорусы, добрый вечер! Мы приветствуем вас из самого центра Болоньи, из самого сердца Болоньи, из города самого старейшего университета мира и города средневековых башен. К сожалению, мы не можем устраивать манифестации, потому что это запрещено из-за правил коронавируса. Однако мы все равно собрались с соблюдением всех мер безопасности, чтобы сказать «Наш мат, и мы есть, и мы с вами». Мы находимся сейчас на главной площади Болоньи, Пьяцца Маджоре. На гербе Болоньи изображено слово «libertas». «Libertas» значит «свобода». Для жителей Болоньи свобода всегда была главной путеводной звездой. И поэтому мэрия Болоньи так нас поддерживает. И вот, как видите, подсвечивает уже не в первый раз
Палаццо дель Подеста в национальных колерах. Это Палаццо дель Подеста, это тоже старое здание мэрии, и его башня, она использовалась для того, чтобы собирать людей по чрезвычайным событиям. А сегодня именно такое чрезвычайное событие. 6 месяцев назад наша жизнь перевернулась. Мы сплотились, чтобы выразить нашу солидарность с нашими белорусами, чтобы выходить на акции солидарности. Мы выходили каждое воскресенье на акции солидарности с белорусами. И приходили на акцию не только белорусы, но и итальянцы, украинцы, русские, литовцы. Все нас поддерживали, все нам помогали. И все нам помогали, и мы очень переживали. Мы сплотились как одна большая... Прервалась немножко. Прервалась, но Да. сюрприз удался. Если честно, я все ожидал от нашей сегодняшней трансляции, но все было Слышите? сомнение, что не получится. Но получилось. Ребята, вы огромные молодцы. Вера, Спасибо можем, большое. переможем! Живи! Molto grazie! Спасибо огромное. Вы себе не представляете, сколько прекрасных комментариев вы сейчас получаете на всех наших каналах. В Zoom, в YouTube. Нас сейчас смотрит более 2000 человек, и все вместе с вами на вашей площади. Живи! Привет, Беларусь! Привет, вечно! Привет, Беларусь! Привет, вечно! Ура! Спасибо, огромное вам спасибо, и мы движемся дальше. Но я, как понимаю, у нас есть еще коротенькое видео от диаспоры, и наши Ну, администраторы может, да. сейчас его нам покажут. Скинешь. О! Что?
Живе Беларусь! Вельми Огромное натхняне. спасибо. Грации, дякуй. На вашем месте могла быть сегодня любая из более 100 новоорганизованных и старых диаспор мира, но мы очень рады, что вы нас представили. Вот такие вот мы в вашем лице. Огромное спасибо. Переводим дух. Да, переводим дух, и я предлагаю немножко переместиться на север. Как мне известно, у нас также есть видео из Стокгольма. Попрошу администраторов его вывести на экран для наших зрителей. Кратко. У нас сейчас будет сюрприз. Либо видео, либо даже прямое включение. Мы тоже Стокгольм увидим подсвеченным. Прямое включение. Так, ждем. Я не могу. Вы нас можете включить? У меня мы вас слышим, но не видим. Да, вот сейчас. О, отлично. Мы вас видим. Да, сейчас, секундочку. Да, давайте. Hello, I am Dmitry Wasserman from Belarus People's Embassy in Sweden, and we are talking with you from the headquarters of Social Democratic Party, which is the ruling party in Sweden. And with me, I have Anna Sundström from Olof Palme Center. Thank you. Good evening, everyone. Warm greetings of solidarity from a cold Stockholm. We stand in front of also the office of the Olof Palme International Center and the Social Democratic Party here in Sweden. And we are so happy to be with you tonight. I'd like to underline our message tonight. Solidarity and big impressions of unlawful, undemocratic in Belarus. We demand all political prisoners to be released. We demand new elections and freedom and democracy for the people of Belarus. We stand with you in this struggle. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Спасибо, ребята. Привет назад вам в Стокгольм. И я так понимаю, у нас сейчас будет еще одно включение, еще один сюрприз. У нас одновременно идут Болонья и Стокгольм, и это просто невероятно ощущать, что и там у нас бело-красно-белыми цветами подсвечены здания на главных площадях этих европейских столиц, потому что Болонья, в принципе, академическая столица Италии. Если нас техника не подведет, у нас есть шанс сейчас увидеть еще одно прямое включение или видео из Страсбурга. И мы снова надеемся на наших администраторов. Сергей, Страсбург, в студию. Видео нету. Видео нету, включения нету. Ну, значит, 2-3. 2 сюрприза из 3 у нас удались. Но, можно сказать, поверьте нам, в настоящее время и в Страсбурге подсвечивается здание в БЧВ цвета. Спасибо всем, кто такой приятный сюрприз для нас подготовил и дал нам возможность вместе эти минуты пережить, и мы двигаемся дальше. Я прошу администраторов включить камеру Герхарда Баума, бывшего министра иностранных дел Германии. У нас видео нет. Ну вот, техника уже делает работу за нас, модераторов, и мне ничего другого не остается, как передать слово Герд Брандту, и он все расскажет сам. Good evening, Gerhard. Ja, hallo.
Can you hear me? Yes. 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 Thank you for inviting me, and I appreciate very much that you are so active in the field of human rights concerning Belarus and Russia and other countries. Tomorrow we will draw attention of the German public to Belarus. We, my wife and me, we honor tomorrow by our Human Rights Award with 10,000 euro, Maria Kolesnikova. Maria Kolesnikova will be rewarded tomorrow in the theater in Stuttgart, and there will be a message of our foreign minister and much public noise, I hope. And you all know Maria. She was active for a long time, and as a fighter for democracy, and with all the risk we know, which people who are fighting for freedom are confronted in Belarus. And she is, in our eyes, one of the icons, besides Svetlana Tsikhanouskaya and Veronika Shepkalova, one of the icons of the movement. And the special situation of her is that she remains in country. She was not, she remains in country. He was not willing to leave the country. And I will read the short passage of the Human Rights Declaration. No one shall be subjected to arbitrary arrest and detention, arbitrary arrest in detention and exile. And she hindered the regime to push her out. And in the conviction that the resistance from inside, as Navalny did it, is very effective. And she is in prison, as we know, since 5 months, and deteriorated and under humiliating situations. And we will tomorrow fight for her freedom and the freedom of all others being in detention for having demonstrated for freedom. They lost freedom by demonstrating for freedom, and were arrested by anti-terror groups. There are demonstrations for freedom. Are these terrorist activities? Of course not. And we know Maria since many years as an artist and cultural manager in Stuttgart. She was an art and is an art promoter, and together with Viktor Babariko, she built up a cultural center in Minsk. And therefore we see Maria is a political activist, and she is an artist, and she knows the lasting power of art, creates spaces for change. Art is a daughter of freedom. Democracy without freedom of art is not possible. And therefore tomorrow in the ceremony will be performed a piece of music composed for her, and she is not there, but another woman will take her part. In any case, we have to do more. What can we do? We are happy to live in a free country, in free countries, in a free Europe, and I am convinced, as I heard it in here during the last hour, that we have to do more. We have to do more pressure, more using our instruments towards Belarus and Russia. It's closely linked, the situation, as we all know, with the behavior and the politics in Russia. And we must, as Europeans, bring our values to bear. And these are the values of the Declaration of Human Rights, and this is a reaction on the human rights violation of the last century. And in the declaration is said the reaction on barbarous acts which have outraged the conscience of mankind. And the
conscience of mankind is outraged now by the situation in Belarus. And in this moment, we are looking on other situations now in Myanmar, in Hong Kong, and other places in the world. We all must use solidarity, and I'm happy that you are so active towards the situation in Belarus. And last year there was some hope. For the first time, there were some alternatives visible, and I said this special situation should be used. And I know we cannot change the situation in Belarus by our troops, but we can have pressure, and I'm relatively optimistic that at the end we really succeed. The quest of freedom is innate in all human beings. And I wish you many good results in your activities. Thank you very much. Dankeschön. Спасибо большое. Для нас очень важно, что такие опытные политики с таким огромным багажом с нами. Сегодня был опубликован ваш артикль в Focus Online. За него тоже огромное спасибо. Вы очень хорошо разложили буквально по полочкам все проблемы и все возможные пути разрешения огромного кризиса, в котором находится наша Родина. И особая благодарность за вашу завтрашнюю поездку в Штутгарт, несмотря на ужасную немецкую погоду, несмотря на пандемию, на расстояние, то, что вы лично будете завтра вручать премию, которую вы только что объявили сестре Марии Колесниковой. Огромное спасибо. Оставайтесь с нами. Нам ваша поддержка очень важна. Vielen Dank, Gerhard, also on behalf of all women who were sentenced for participating in peaceful female assembly like myself. And as a person who knew Maria, I could tell that she would really appreciate this act of performing on her behalf. And I believe that she misses her instrument. Vielen Dank again. Yeah, and her sister will serve tomorrow to receive the award. Thank you. Thank you very much. Белла, мы двигаемся дальше. И я хочу сказать... представишь еще одну премию. Уже не успею. Минуту. У нас еще видео есть, которое завтра будет в Штутгарте показываться. Меня зовут Мария Колесникова, как вы уже знаете. Мое первое образование музыкальное, то есть я музыкант, я закончила Академию музыки в Минске. Затем я переехала учиться в Германию. В последние годы я активно занимаюсь созданием собственных международных проектов в области культуры и искусства. Очень много работаю в области современного искусства, в области преподавания. И вот в Минске с августа 2019 года я являюсь арт-директором ОК-16. Если вы знаете, это единственный культурный хаб, креативное пространство такого масштаба в Беларуси. Вот. Почему как я оказалась в штабе? Деятельность хаба, культурный хаб ОК-16, это один из проектов Белгазпромбанка, и он был связан как раз с Виктором Дмитриевичем. То есть мы с ним познакомились и начали активно работать именно в этом ключе культурном. И для меня в тот момент, когда я узнала о том, что он принял такое решение, для меня абсолютно не было вообще ни тени сомнения. Я была уверена в том, что нужно идти и помогать этому кандидату. И ни на секунду об этом еще не пожалела. Я многого лишилась, конечно же, в своей жизни, но я считаю, что это стоит того, чтобы попробовать и действительно, чтобы Беларусь приблизить вот к этому другому будущему, без авторитаризма, без вот этой системы жуткой абсолютно еще, которая осталась с советских часов. И мне кажется, что это стоит того, чтобы за это бороться. Они очень хотят, чтобы мы друг друга ненавидели. Этого нельзя допустить. Мы один народ. Мы их простим, мы будем с ними вести диалог. Мы понимаем, что сейчас происходит. Давайте найдем в себе силы не ссориться и не поддаваться на эту агрессию. Только любовь нас спасет. Только любовь.
eyewitnesses in Belarus say the prominent protest leader Maria Kolesnikova has been detained in central Minsk by unidentified individuals and driven off to an undisclosed location in a minivan. Kolesnikova's allies say they are checking the reports and searching for her. Police in Minsk say they are also looking into reports that she has been abducted. Спасибо огромное и за этот короткий фильм. Я так Так, понимаю, в полном формате будет фильм показан завтра в Штутгарте во время вручения премии. Замечательный фильм. Конечно, очень жаль, что многих женщин в Беларуси постигла судьба Марии Колесниковой, но рада сообщить, что у нас такое огромное количество активистов в Беларуси в период с 9 августа и даже ранее некоторые проявили себя, что есть список номинантов в совершенно разных категориях. Global Belarusian Solidarity Award также будет вручать премии и будет вручать их от Центра белорусской солидарности. Предлагаю посмотреть на видео и от них. Дорогие сябры, мы рады вітаць вас з Варшавы. На сувязі Центр беларускай солідарнасці. У Польшчы пражывае хіба самая вялікая дыаспара беларусаў у свеце. І вось Цэнтр беларускай солідарнасці, як адна з самых значных беларускіх арганізацый у Польшчы, вырашыла заснаваць сваю ўзнагароду. Global Belarusian Solidarity Award. Мы хотели бы адзначыць тых, хто здзіўляў і натхняў, тых, хто даваў надзею. Шановне господарство, в вашей увазе номинанты Global Belarusian Solidarity Award. Першая номінація. Растоплений лед для тих, чия політична воля і сила допомагає розтоплювати лед диктатури. У гэтай категорії номіновані Михайло Щерба, Рафал Трzaskowski, Девід Камер, Вітіс Юрконіс, Бенедикт Альда, Лінас Лінкевичус. Другая категорія – створення немагчымага для ініцыятываў, пра які яшчэ год таму мы не маглі нават марыць. Сёння гэта наша рэчаіснасць. Сёння яны дапамагаюць нам рабіць крокі да перамогі. І ў гэтай катэгорыі намінаваны Грамадзянская ініцыятыва MyHealth, праваабарончы цэнтр «Вясна», онлайн-платформа «Голас», ініцыятыва «Байпол», волонтёры Акрысціна Жодзіна. Трэцяя катэгорія – «Погляд звонку», у якой мы сабралі замежных журналістаў, дзякуючы працы якіх увесь свет сачыў за нашай барацьбой, суперажываў, солідарызаваўся і дапамагаў. Наши номинанты. Максим Кац, Россия. Виктория Беляшина, Польша. Мария Борзунова, Россия. Славомир Сираковский, Польша. Юстина Сильвестрони, Франция. Гаррет Браун, Великобритания. Сёння інфармацыя сапраўды не мае межаў і перасоўваецца з вялікай хуткасцю па ўсёй планеце. І хоць гэтыя рэдакцыі не знаходзяцца ў Беларусі, але ў суме, дзякуючы іх працы, беларусы атрымоўвалі вялікую долю праверанай і аператыўнай інфармацыі. Вашай увазе катэгорыя без межаў і нашы номінанты. Белсат, Outriders Unblocked, Медиазона, телеканал «Дождь», Настоящее время, Радио Свобода, Deutsche Welle. Здійсніть революцію. Тепер не обов'язково мець зброю, дастатково мець Телеграм. Телеграм – гэта самая хуткая навінавая сетка, якую разам ствараюць чытачы і блогеры. І таму у катэгорыі «Вам Телеграма» мы сабралі самыя ўплывовыя аўтарскія телеграм-каналы. В вашей увазе наши номинанты. Моя країна Беларусь. Чай з малиновым вареньем. Матоль, помоги. Беларусь головного мозгу. Нехта. Пальчис. Страна для жизни. Шостая категория. Голос розуму. У гэтай катэгорыі мы хацелі адзначыць тых, хто у шалёныя часы рэвалюцыі здолеў захваціць цвярозы розум.
не поддаться эмоциям и объективно анализовать белорусскую рэчаіснасць. У катэгорыі «Голас розуму» намінаваныя Ігор Тышкевич, Александр Пласкowski, Андрей Елисеев, Сергей Шаул, Артем Шрайдман, Валерий Карпалевич. 7-я категория – креативный супротив. Тут мы собрали людей, коллективы, якія сваёй шалёнай творчай энергіі разбуралі турмы муры. У категории креативный супротив номинованы Long Play Беларусь, музычны альбом 10 беларускіх музыкаў, Вольный хор, дворовые концерты, Свободный театр, Купаловцы, Владимир Цесарь. 8-я номинация «С верой у сердца». у якой мы хочам адзначыць тых, хто не згубіў веру і надзею у самы змрочны час перад беларускім світанкам. І вось нашы намінанты. Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Маледовский. Сергей Лепин, пресс-секретарь Белорусской православной церкви. Вячеслав Барок, ксенз. Владимир Драбушевский, протоиерей Белорусской православной церкви. Тарас Тельсковский, пастор Баптистской церкви. 9-я номинация «Учинок». У ёй мы азначаем сапраўдных герояў, якія сваім прыкладам натхняли мільёны беларусаў. Гэта людзі, якімі мы шчыра захапляемся. Наши номинанты. Нина Багинская за тое, што гуляе. Мария Колесникова за права на пашпарт. Юрий Корзун за шахцёрскую смеласць. Диджей Перамен за лепшую вечарынку мінулага лета. А таксама таксіст Яндекс Евген за тое, што ганяў ва ўсю моц, калі была патрэбная дапамога. 10-я номинация. Смех скрозь слёзы. У гэтай номінацыі мы хацелі адзначыць людзей, дзякуючы якім мы усміхаліся ў самыя складаныя хвіліны мінулага года. Праз смех і слёзы мы намінавалі Сергея Хлопатная дзельца, Шчучыншчына, Чын-Чын Чэнел, Чик-Чирик, Слава Камісаренка, Эдзік і Санёк, рэгіянальныя навіны. Уручэнне ўзнагароду Global Belarusian Solidarity Award ужо неўзабаве. Сачыце за цэнтрам беларускай салідарнасці ў соцсетках і да сустрэчы! Михаил, ну вот сколько новых имен открыто в прошлом году, и мне кажется, что мы с тобой уже не первый раз ведем церемонию, и пора уже начать как-то ближе знакомиться друг с другом. О, интересное предложение. А если честно, конечно, познакомиться с тобой и со многими моими новыми друзьями – это мое огромное желание. И я открою маленький секрет. Именно его я и загадал в новогоднюю ночь с бокалом шампанского в руке. И наша первая встреча должна произойти непременно в свободном Минске и непременно еще в этом году. Ладно, ловлю на слове. Ну, слушай, хорошее желание, и мне кажется, что белорусы по всему миру каждый день делают какие-то маленькие шаги в направлении исполнения твоего желания. Поможем Михаилу исполнить его желание. В том числе для этого мы сегодня здесь и вместе собрались, чтобы мое желание, это не единственное было желание в новогоднюю ночь, но одно из моих новогодних желаний, я надеюсь, в этом году сбудется, и все остальные тоже. И у нас на самом деле очень много проектов идет, мы многие из них уже сегодня видели, с несколькими еще познакомимся в процессе нашей конференции, но один проект мне хочется выделить особенно, это наше народное посольство. Народное посольство уже 3-й месяц полноценно действует по всему миру. И я уже не раз говорил, что этим проектом еще займутся историки. Потому что мы на самом деле пишем историю вместе. И аналога нашим народным посольствам в мире еще не было. Да и вообще, где еще возможна такая совместная работа опытных профессиональных политиков с волонтерами? Ну, хочется спросить, конечно, что в них такого уникального, хотя на самом деле я, как спикер Народного посольства в Литве, которое открылось 10 декабря на нашей предыдущей церемонии, могла бы, наверное, с тобой говорить часами об этом. Да, Белла, ты права, но я повторюсь. Уже полгода не прекращаются протесты в Беларуси. Полгода назад, к сожалению, пролилась первая кровь мирных демонстрантов на улицах Минска и Бреста. И да, эта дата изменила жизнь многих белорусов, как в стране,
так и волей судьбы, разбросанных по миру. И мы, так называемые белорусы зарубежья, привыкшие видеть в посольствах и консульствах Беларуси частичку нашей Родины, в один момент разочаровались в них. Ну, знаешь, по крайней мере, в них по-прежнему работают люди, какая-то номенклатура, хотя я в комментариях к СМИ всегда называю их нелегитимными посольствами, в отличие от народных амбассад. Да, ты права. Люди практически те же, но, к сожалению, далеко не все наши дипломаты приняли сторону народа. Посольства и консульства Беларуси практически на сегодняшний момент остановили свою работу. Они ограничиваются лишь оказанием необходимых консульских услуг, а их функции фактически переняли на себя белорусские диаспоры на местах. И мы уже накопили богатый опыт сотрудничества с парламентами, с правительствами, с общественными организациями тех стран, где мы находимся. Наш проект народных посольств был с самого начала призван помочь всему миру получить информацию из первых рук и налаживать контакты с белорусским гражданским обществом. И я уверен, что мы с этой задачей справляемся, за что в первую очередь огромное спасибо нашим менторам, нашим координаторам и, конечно, всем участникам проекта. На самом деле сейчас мурашки по телу, потому что я понимаю, что участвую в этом процессе лично, и хотела сказать, конечно, что мы на достигнутом не останавливаемся, и мы приложили все усилия, чтобы в период с 10 декабря открыть новые народные посольства. Да, так давай же не терять время и приступим к этому приятному событию, к этому процессу и дадим слово координаторам наших новых народных посольств. Но сначала я предлагаю все-таки поблагодарить. Я так преисполнена благодарности, что совершенно забыла, что у нас есть замечательная команда, которая с нами работала над вот этими замечательными видеозаставками. Огромное всем спасибо. Ну, а фраза, которую я не закончила, все-таки закончу сейчас, что выражаем огромную благодарность нашему координатору, члену Президиума Координационного совета и лидера Народного антикризисного управления Павла Павловича Латушко. Спасибо. Конечно, Павел Павлович, вам слово. Кто другой, как не вы, тот, кто с первой секунды вместе с нами поднимал на ноги этот проект, должен сказать приветственное слово перед открытием наших новых посольств. Добрый вечер еще раз, Белла и Михаил. Мне очень приятно поприветствовать всех участников этой церемонии. Я говорил уже о том, что в своей профессиональной карьере я имел честь открывать ряд посольств, и посольство Беларуси в Мадриде, одно из последних, и почетные консульства и в Лионе, и в Бордо, и в Аликанте, и в Барселоне, и Генеральное консульство в Белостоке после приобретения здания, посольство Беларуси в Варшаве после приобретения здания, и 15 посольств мы открыли с вами, если я не ошибаюсь, в ноябре, да, и они уже начинают так эффективно работать, очень много делают для нашей страны, и сегодня у нас очень хорошее мероприятие, мы открываем еще 5 народных посольств. Я рад еще раз приветствовать всех участников конференции солидарности и всех участников этой церемонии. Идея открытия народных посольств была на поверхности. Наша диаспора еще до выборов проявила себя как самое настоящее гражданское общество. Настолько они были объединены, настолько они были вместе. Это потрясающие кадры, которые мы получали со всех стран мира, с разных уголков. Они впечатляли и никого не оставили равнодушным. В то время, когда послы нелегитимного режима не принимают сторону народа, наши представительства, народные представители, делают огромную дипломатическую работу за них. Для нас важно, что европейские политики поддерживают проект и общаются с настоящими представителями белорусского демократического общества. Для народа Беларуси внутри страны, учитывая тот уровень репрессий, который мы видим ежедневно, это возможность быть услышанными в мировом сообществе. Режим, конечно, может репрессировать честных людей, отправлять их в тюрьмы, но
он не понимает, как нас много и насколько мы едины. Я уверен, что проект народных посольств получит свое продолжение и в Новой Беларуси, где каждый сможет реализовать себя и помочь другим. И я уверен, это говорил на церемонии открытия, что многие из тех, кто сегодня участвует в работе народных посольств, в будущем станут профессиональными дипломатами Новой Беларуси. Народное посольство – это также наша возможность изучить опыт и реформы других стран, то, что поможет развиваться и работать нам сегодня и в будущем. Впереди у нас много тяжелой работы для достижения нашей общей главной цели – построения Новой Беларуси. Много потрясений, ну и, конечно же, победа, в которую я верю и не сомневаюсь на секунду, что мы ее, безусловно, достигнем. Я хочу, чтобы каждый белорус в любой точке мира знал, что он не один, что мы вместе и что мы обязательно победим, потому что добро и честность на нашей стороне. Мир поддерживает нас, и мы видим сегодняшний день солидарности, еще раз этому подтверждение. Знает о нас мир и слышит наш голос. И в этом заслугам в том числе и проекта «Народное посольство». Мы гордимся каждым из вас и благодарны за работу, которую вы делаете. Дорогие, уважаемые, любимые белорусы замежжа. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Спасибо, Павел Павлович. Будем считать, что это снова кредит доверия и напутствие на дальнейшую работу, особенно нашим новым народным посольством, которое мы сегодня открываем. Белла, тебе слово. Я думаю, что есть несколько еще у нас участников проекта, которые хотели бы сказать вступительные слова, и с радостью хочу передать слово Алисе из Франции. Привітання. Вітаю усіх, вітаю Павел Павлович, вітаю Міша, Беллу. Ми зараз зробимо невеличкий текст, промову про то, что Народная амбассада уже зробили и что мы плануем зробить. Миша. Спасибо, Алиса. Михаил Таубе продолжит и расскажет нам подробности. Михаил, здравствуйте. Спасибо, Белла. Представители народных посольств помогают организовывать визиты первых лиц. Секундочку, у меня со звуком что-то. Пока Михаил борется со звуком, я попрошу наших администраторов не отключать сразу камеры тем, кто сейчас будет представлять и пока рассказывать, что уже достигли народные посольства, потому что перед вами сейчас будут как раз те люди, которые координируют проект по всему миру и чьими бессонными ночами, руками, заботами этот проект был возрожден и поддерживается. Михаил, я вроде поборолся. Надеюсь, получилось. Поборол звук. Спасибо, извиняюсь. Итак, представители народных посольств помогают организовывать визиты. Секундочку. Все еще не до конца поборол. Об открытии народных посольств первое было объявлено на Всемирном конгрессе белорусов 31 октября, а 10 декабря состоялось открытие 15 народных посольств и консульств. Сегодня к проекту присоединяются еще 5 стран. Народные посольства поддерживают национальный лидер Светлана Тихановская и ее офис, Народное антикризисное управление и Координационный совет. Все структуры работают вместе, постоянно координируя свою деятельность. Главная задача народных посольств – информирование о событиях в Беларуси и отстаивание интересов демократической Беларуси и белорусов за рубежом. Для этого представители посольств постоянно контактируют с политиками и журналистами, чтобы убедить в необходимости расширения санкций, проинформировать о неконституционности и опасности проведения Всебелорусского народного собрания, пригласить на эту конференцию или просто поздравить с Рождеством авторской открыткой Руфины Базловой. Представители народных посольств помогают организовывать визиты первых лиц демократической Беларуси и сами с радостью встречаются с нашими лидерами. Народное посольство Испании и Эстонии встретились со Светланой Тихановской во время ее визита в эти страны. Представители Германии провели встречу с руководителем НАУ Павлом Латушко. Народное посольство – это не только политика, но и акции солидарности, культурные и образовательные мероприятия.
Так, Народное посольство Швеции провело круглый стол, как работники культуры из Швеции могут помочь Беларуси. Народное посольство Франции совместно с сообществом белорусов в Париже провели крутую выставку протестного искусства в центре города. Представители из Литвы каждую неделю участвуют в акциях поддержки в Вильнюсе и других городах. Спасибо большое, Алиса. Сегодня как раз отправляли кораблики, на каждом из которых было написано имя белорусских политзаключенных в одну из рек Вильнюса. Ну и также мы хотели бы, наверное, передать слово Дмитрию Вассерману, если он сейчас на связи с нами. Можно сначала я скажу несколько слов. Александр Словений передаем тогда. Здравствуйте. Конечно, добрый вечер. Конечно же, мы понимаем, что в народных посольствах работают непрофессиональные дипломаты, поэтому нам помогают наши менторы, опытные дипломаты из НАО, из офиса Светланы Тихановской. И мы стараемся постоянно учиться. Представители народных посольств приняли участие в мастер-классе Дмитрия Кахно по искусству публичных выступлений, в семинаре по работе с ООН от Швейцарской ассоциации «Разом». Планируем семинар по структуре ЕС в рамках нашей школы народных дипломатов. Проект постоянно развивается, и кроме новых стран появляются и новые проекты. Например, подготовка в Швеции конференции по безопасности белорусской атомной электростанции, сотрудничество с городами-побратимами белорусских городов. Совместно с Фондом культурной солидарности мы готовим обращение в Европейский вещательный союз с просьбой исключить из Союза белорусские каналы, а также готовим акции в честь Дня воли 25 марта. Дмитрий. Добрый вечер. Мы хотим надеяться, что наш проект не закончится после отлета самолета и смены режима в Беларуси. Уже сейчас представители народных посольств ставят амбициозные планы на будущее. В их числе привлечение финансовой помощи пострадавшим от режима и помощь релокантам, налаживание бизнес-контактов и привлечение инвестиций в Беларусь после победы и смены режима, открытие офисов в Швеции и Финляндии, проведение тематических конференций с привлечением экспертов и прессы. Катя? Да. А также проект «Народных посольств» активно работает с другими инициативами белорусских зарубежных, оказывая информационную и организационную. Дима, включите микрофон Кате погромче, мы ее не слышим. Да. Так слышно? Да, лучше. Да. Так вот, проект народных посольств активно работает также с другими инициативами белорусов зарубежья, оказывая информационную и организационную поддержку. На сайте народных посольств можно получить необходимую информацию, связавшись по указанным там контактам. Информация о проектах народных посольств также доступна в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter. Да, это было все. Спасибо, коллеги. Конечно, удивительно, чего можно достичь совместными усилиями. И сегодня мне поступила информация, что, к сожалению, представитель одного из народных посольств, которые будут сейчас открываться, не смог присутствовать по очень уважительным причинам. Дело в том, что неделю назад я как раз брала с ними интервью, и позволю тогда себе сказать пару слов о Народном посольстве Беларуси в Эстонии. В моем интервью с Виталием я узнала о том, что именно в Таллине будет открыт сайт, на котором разместится информация о том, как наш бело-красно-белый флаг начнет путешествие не только по США, но и по Европе. И вот Таллин первым будет таким пунктом, так что сразу передаю привет всем коллегам в Европе, ждите флаг, обязательно будем ждать от вас каких-то апдейтов. Ну и также рассказали о том, как взаимодействует Народное посольство Эстонии с местными властями, какая огромная поддержка и солидарность оказывается правительством Эстонии. Напомню, Эстония первой приняла санкции в отношении Беларуси, и на сегодняшний день помощь эстонского правительства в адрес Беларуси уже составляет 1 миллион евро. Также Эстония известна как страна с электронным правительством, и я думаю, что в Беларуси пригодятся многочисленные наработки, которые останутся в руках наших коллег. Интервью с Виталием размещается на доступных сайтах и социальных сетях радиостанции УНЕ. Вот. Супер. Ну, да, Михаил. Спасибо, Белла. Мы продолжаем. У нас сегодня много народных посольств, которых мы с гордостью открываем. Но я еще раз хочу напомнить,
те коллеги, даже уже не коллеги, друзья, те друзья, с которыми мы еще познакомимся лично, обязательно, как я сказал, в этом году и обязательно в Минске, это те люди, которые координируют проект народных посольств глобально по всему миру, чьи ночи уменьшились на пару часов уже 3-й месяц. И еще раз огромное спасибо, ребята, остаемся вместе, у нас еще много работы впереди. Держимся. И переходим к следующему народному посольству, к следующей стране. Мы рады объявить, что сегодня открывается альтернативное народное посольство в Австрии. И многие не дадут мне соврать, это открытие было очень тяжелым, очень длительным, но говорят, что сложно рожденный ребенок обязательно будет сильным и пробьет абсолютно все двери, пробьет все стены, добьется цели. И я очень-очень рад, что австрийская диаспора собралась вместе, скооперировалась и совместными усилиями пришла к сегодняшнему дню и сегодня вместе с нами объявляет о открытии Народного посольства в Вене. Представить Народное посольство Юлия Данейко. Беларусь и Аўстрыя вельмі падобныя. Мы любім аднолькавыя колеры. У нас няма мора, але ёсць шмат прыгожых азёраў. Мы выкарыстоўваем словы, якія гучаць амаль аднолькава на нашых мовах. Дах, цыбуля, цэгла, папера. Але ёсць і адрозненні. Дэмакратыя, свабода слова, правы чалавека – гэта сёння для Аўстрыі і пакуль яшчэ заўтра для Беларусі. Таму беларусы Аўстрыі ўключыліся ў барацьбу. Палітычныя пратэсты каля беларускай амбасады, у цэнтры Вены, каля Міністэрства замежных спраў і спонсара чэмпіяната свету па хакеі. Прадстаўленне беларускай культуры, прыгажосці мовы і бела-чырвона-белага колеру. Штотыднёвая прысутнасць тэмы Беларусі ў аўстрыйскіх СМІ. Дапамога беларускім уцекачам у Польшчы. Падтрымка палітыкамі і прафсаюзамі. Беларусы ў Аўстрыі ўжо робяць шмат, але гатовыя зрабіць яшчэ больш. Таму мы адкрываем народную амбасаду Беларусі ў Аўстрыі. Народная амбасада Беларусі ў Аўстрыі. Шчыра вітаем! Народной амбассаде белорусов в Австрии быть! Цудовное такое видео крональное. Да, все, я уже на белорусском заговорила. Видишь, сразу как Беларусь, Беларусь и Беларусь. Беларусь, Беларусь и Беларусь, так. И щиро вітаем з Австрии. Нас тут шмат сегодня, волонтеры проекта Народной амбассады. И мы хотим начать наше представление с маленького верша. Юля, у вас специально камера не включена? Или это вы еще не успели включить? Это вы нас назад выключили, мы включили камеру. Уважаемые Видно администраторы, включите снова камеру. Австрия. А у вас скотчем она заклеена, наверное, или закрыта? Нет, что вы, что? Черный экран идет. Мы сегодня выходим из подполья. Да, очень хотели вас видеть. И как сейчас? Скажите. Одну секундочку. Может быть, вы подключились к Zoom без видео. Есть такая опция. Возможно, вы случайно ее нажали. Если вы нам дадите... так, нет, с видео. Мы видим, у вас камера включена технически. Как сейчас? Тоже нету. Так. О, ура! Есть! Видим. И видим знакомые лица. Да, мы очень старались, чтобы камера была включена. Нас 4 сегодня здесь, хотя понятно, что намного больше те волонтеры, которые работают с Народным посольством. И вернусь к тому, что хотели бы начать с маленького верша про весну и адраджение. Калі пушча цвіце пралескамі, лешча сонца весной з гары, белорусские, беловежские с новой силой рвутся зубры. И нам кажется, что это весеннее адраджение, которое перед нами сейчас всеми, это хорошее и время, и возможность начать с новой силой двигаться вперед. Also heute feiern wir die ruhende Botschaft des Volkes von Belarus in Österreich. Живе Беларусь! Живе! Живе!
Вот такое Спасибо. замечательное окружение. Хочется сразу профессиональная привычка взять интервью, но мы, к сожалению, будем двигаться дальше, потому что... Белла, ты это еще наверстаешь. Нам на самом деле Я надо двигаться дальше. И, ребята, огромное спасибо от всей души. Очень рада, что у вас получилось. Данте. Спасибо. Дякую. Белла, прекрасное Ну, сердечко, но... Вы вошли в историю вместе, показывая сердца, конечно. Я двигаюсь дальше. К сожалению, не все сегодня могут показать свое лицо, и причина совсем не в заклеенной скотчем камере и не в том, как человек подключается к видео, а в мерах безопасности в связи с тем, что у многих из нас остались семьи и близкие в Беларуси, и многие из нас опасаются возможных репрессий. В данный момент речь идет о новом народном посольстве, которое открывается в Черногории. Хочу заметить, что брала некоторые интервью уже у народных посольств в разных странах, об этом вы узнаете сегодня позже в презентации проектов, и смогла убедить Черногорию с нами поговорить по аудио, за что безмерно благодарна. Вот вам сейчас и передаем слово. Народное посольство Беларуси в Черногории. Видела уже в списке, будем... Доброго всем вечера из нашей маленькой страны. Простите, что без видео, у нас тут не Европа, все немножко сложнее, наверное, понимаете. Вот. Я расскажу немножко о том, как так получилось, что вообще народное посольство мы открыли. Конечно же, в августе 2020 года большинство проживающих в Черногории белорусов не смогли принять участие в выборах президента, так как здесь нет вообще посольства и не были организованы никакие альтернативные площадки. Но, несмотря на это, мы, конечно, все следили за ситуацией на нашей родине и не смогли остаться равнодушными к событиям ни в день выборов, ни после. Фальсификации во время выборов, насилие в отношении мирных протестующих, репрессии, аресты – это то, что не должно быть происходить не только в нашей стране, ни в одной другой стране. Вот. И последствием этого летом 2020 года в Черногорию начало приезжать все больше белорусов, которым пришлось ехать по политическим причинам, и им нужна была здесь помощь в социализации. Вот. Поэтому для начала мы создали Facebook и Telegram-группу, где мы смогли объединиться, помогать друг другу по всем вопросам и жилья, и работы, и также проводить небольшие акции в поддержку белорусов во всем мире. Вот. В Черногории на сегодняшний день прошло уже 2 выставки, посвященные протестам в Беларуси. Организацию этих выставок взял на себя российский коллекционер Марат Кельман. И также мы подали заявку на уличную акцию. Надеемся, что в ближайшее время будет хорошая погода, и нам эту акцию одобрят. Вот. Мы, в общем-то, все, нас немного, но тем не менее, мы хотим принять участие в создании демократической Беларуси, хотим иметь представительство белорусов в Черногории, поэтому мы решили открыть народное посольство. И сегодня мы наконец-то открываем народное посольство Беларуси в Черногории, danas mi otvaramo Народную амбассаду у Черногории. Вот. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Добро пожаловать в нашу большую семью. Вот как говорят в 2020 году, как говорили в Минске, я узнала, что у меня есть огромная семья, и для нас огромная честь, что открываются народные посольства даже в тех странах, в которых нет нелегитимных представительств лукашенковского режима. Ну, а я передаю слово Михаилу для открытия следующего народного посольства. Спасибо, Белла, и ты, как всегда, мне удружила, потому что я сейчас нахожусь в довольно сложной ситуации. Сейчас будет большой спор. Сегодня уже мы слышали, что в Польше находится самая большая белорусская диаспора, а вот я уже читал и слышал противоречия и утверждение, что это Канада. И так как сейчас мы хотим объявить о открытии 2 новых народных посольств в Канаде и Польше, я решил выкрутиться из ситуации так, что вызывать ребят по алфавиту. И поэтому обыграю и предоставлю первое слово диаспоре Канады Елене, которая нам расскажет о открытии народного посольства в Канаде. Добрый день, дякую, Михаил, вітаю всіх з Торонто. Я Лена Лявонченко, старшиня згуртування білорусів Канади. Великий гонор сьогодні бути тут з вами.
Хочу нагадать, что Канада еще с повоенных часов была одним из активных центров белорусской эмиграции. С 1948 года тут дзейнічае згуртаванне беларусаў Канады. У наваколлях Торонто жив и працаваў знакомитый дзеяч белорусской эмиграции Винсент Жук-Грышкевич, который был старшынём Белорусской народной рады у 70-е годы, а сённяшняя старшыня БНР, спадарня Івонка Шцурвіла, яна жыве ў Отаве. Под кіраўніцтвам спадарні Сурвілы і спадарні Зіны Гімпелевіч у Канадзе амаль 15 год працаваў фонд дапамоги ахвярам Чарнобыля, который у 90-е, пачатку 2000-х год привез у Канаду больше за 5500 белорусских детей на оздоровление. И таксама нагадаю, что у Торонто местится парафия святого Кирилла Тураўскага, кіраўнік якой уладыка Святослав Логін увосень абвясціў анафему нелегітымнаму узурпатару Лукашэнку. І вядома, што як і ў іншых дыяспорах, вялікая хваля салідарнасці з Беларусю узнялася ў 2020 годзе ў Канадзе. Узніклі валанцёрскія суполкі амаль у кожным буйным горадзе ва ўсіх канадыйскіх правінцыях. І згуртаванне беларусаў Канады актыўна працавала з канадскім парламентам. Мы дамагліся стварэння парламенцкай групы сяброў Беларусі, у якую ўваходзіць 9 парламентарыяў канадскіх. Гэтая група будзе заседаць першы раз на наступным ужо тыдні. Зараз згуртаванне беларусаў Канады працуе з валанцёрскімі групамі і беларускімі арганізацыямі ў Канадзе над стварэннем агульнаканадскай павесткі па лабіраванню інтарэсаў Беларусі, которую мы будем прасоўваць праз гэтую парламенцкую групу і праз Міністэрства замежных справаў Канады. Хочу адзначыць, што беларусы Эдмонтона, Калгари, Ванкувера, Отавы, Торонто, Рэджайны з лета праводзяць мітинги, выступаюць на радыё і тэлебачанні, написали шмат артыкулаў у газеты, самыя цэнтральныя буйныя канадскія, у тым ліку. Вось нядаўна выйшаў артыкул у Globe and Mail, вядучай канадскай газеце. Гэтая праца працягваецца, і мы вельмі спадзяёмся на цэнтралізаваную падтрымку народнага антыкрызіснага кіравання по палітычнай і медыйнай павестцы. Вялікі вам дзякуй, жыве Беларусь. Живи вечно. Спасибо. Нам так приятно слышать мову, но большая просьба ко всем, кто на мове будет дальше выступать, старайтесь говорить немножко медленнее, потому что наши профессиональные переводчики работают с русского на английский, с английского на русский, они стараются переводить, конечно, и мову, старайтесь чуть-чуть медленнее разговорить, чтобы им было проще. Еще раз большое спасибо, и мы возвращаемся в Польшу. Вітаю усіх, ці мяне чуваць? Так. Вельмі рады ўсіх бачыць і чуць, шмат каго ўжо дагэтуль ведаю праз ініцыятыву экзіт-полаў. Вельмі рады вас бачыць і вельмі рады сёння аб'явіць пра стварэнне працоўнай групы па запуску такой выдатнай ініцыятывы, як Народнае пасольства Беларусі ў Польшчы. Як ужо было сказано, беларуская дыяспора ў Польшчы адна з найбуйнейшых у свеце, і гэта звязана як з геаграфічнай і культурнай блізкасцю, так і лаяльным стаўленнем палякаў і польскіх улад да беларусаў, у тым ліку да палітычных уцекачоў. Сёння, калі беларусы па ўсім свеце згуртаваліся вакол адзінай нацыянальнай ідэі, мы таксама вырашылі аб'яднацца для супольнай працы. Нашымі каштоўнасцямі з'яўляецца роўнасць і дэмакратыя, дзе рашэнні прымаюцца кансэнсусам, і слова кожнага з удзельнікаў мае раўную вагу. У адрозненні ад лукашэнкаўскай вертыкалі, дзе ўсё кіруецца зверху, мы, беларусы Польшчы, якія дваровыя ініцыятывы ў Беларусі, будуем максімальна гарызантальныя сувязі. Менавіта таму у працоўную групу ўвайшлі беларусы з розных гарадоў: Кракава, Гданьска, Лодзі, Беластока, Торуні, Варшавы, якія прадстаўляюць розныя арганізацыі і ініцыятывы, але каардынуюць сумесную працу і адкрытыя да новых удзельнікаў вялікай сеткі. На базе гарадскіх і рэгіянальных ініцыятыў з'явяцца прадстаўніцтвы, якія на лакальным узроўні будуць адстойваць інтарэсы Беларусі і беларусаў. Нашыя прадстаўніцтвы ўзмоцняць ствараемую народную амбасаду, прадстаўнікі якой і далей будуць прасоўваць беларускую павестку у польскай палітыцы, дыпламатыі, СМІ. Не дадуць забыцца пра тое, што ўсяго 200 кіламетраў ад Варшавы людзей выкрадаюць, катуюць, садзяць у турмы і, на жаль, забіваюць. Кожны з нас ужо працуе шмат для агульнай беларускай справы.
а з'яўленне народнага пасольства пашырыць наш мандат і дазволіць яшчэ лепш абараняць і прасоўваць інтарэсы беларусаў у Польшчы і ў свеце. Мы хочам, каб як найхутчэй скончылася цемра і выглянула сонца нашай перамогі. І мы будзем працаваць яшчэ больш, каб наблізіць гэты момант. Разам мы можам шмат. Разам мы пераможам. Жыве Беларусь! Живе! Живе! Спасибо! Просто переполняет чувство то, что сейчас произошло, и я Очень не удержусь. Да. Ну что ты не удержишься? Я не удержусь, чтобы не сказать, что я жду уже заранее третью нашу церемонию, на которой надеемся, что Олесь уже объявит об открытии посольства, поскольку пока это все-таки рабочая группа. И, насколько мне известно, точно такая же рабочая группа начинает свою работу в Люксембурге. Если у нас есть представитель Люксембурга сейчас на связи, хотелось бы узнать у них подробности. Но если нет, то я сразу объявлю об открытии все-таки народного посольства. Забираю у тебя слово. Не терпится мне представить Дашу. Я держусь, я пока держусь. Я с огромным чувством сентимента сейчас передаю слово народному посольству в Нидерландах, как человек, который там прожил много лет, в городе Ассен. Поздравляем вас с этим историческим событием, что и у вас, наконец, мы следили за протестами и за всеми проектами, в которых Нидерланды, конечно, внесли огромный вклад. И также от себя хочу поблагодарить белорусскую диаспору в Нидерландах за помощь белорусским релокантам в Литве, одним из которых я являюсь. А слово я передаю представительнице Народного посольства Беларуси в Королевстве Нидерланды Дар'і Слабченко. Дякую, вітаю усіх. Бела, вітаю тебе, рада бачыць. Михаил, таксама тое ж жаданне маю сустрэцца нарэшце офлайн, сустрэцца ў Менску і сустрэцца з нагоды таго, што мы будзем святкаваць перамогу. А покуль я маю гонар ад імя беларусаў Нідерландаў абвесціць пра пачатак працы нашай народнай амбасады. Нас яшчэ чакае прызначэнне амбасадаркі ці амбасадара. І, на шчасце, выбраць нам сапраўды ёсць з каго. Мы вельмі ганарымся тым, што актыўны ўдзел у справах нашай дыяспоры прымае больш за 600 чалавек. Наша амбасада працягне культурніцка-асветніцкую дзейнасць, якой ўжо больш за 10 год займаецца фундацыя Open Беларусь, якая распавядае пра Беларусь галандцам. Але па-сапраўднаму мы, беларусы Нідерландаў, згуртаваліся, канешне ж, пасля падзеяў лета 2020 года. З таго часу мы правялі як найменей 43 вулічныя акцыі ў розных галандскіх гарадах. Мы стварылі 13 працоўных групаў, якія займаюцца, напрыклад, камунікацыяй з мясцовымі СМІ і палітыкамі, падтрымліваюць сувязь з дыяспарамі беларусаў у іншых краінах, арганізуюць культурныя імпрэзы, дапамагаюць беларускім уцекачам у Нідерландах, у іншых краінах, а таксама тым, хто застаўся на радзіме. Мы правялі 2 выставы пратэснага мастацтва, вельмі паспяховыя, арганізавалі некалькі онлайн-музычных канцэртаў беларускіх музыкаў. Мы плануем адкрыццё беларускай школы. Это, такі вельмі ганаровы для нас праект. І гонар мы мелі вітаць у Нідерландах Святлану Ціхановскую. Мы верым, што свабодныя незалежныя амбасады Беларусі па ўсім свеце зробяцца важным інстытутам беларускай дыяспоры і будуць прадстаўляць нашы сапраўдныя інтарэсы. У адрозненне ад так званых афіцыйных дыппрадстаўніцтваў, прызначаных нелегітымным і злачынным рэжымам, якія не працуюць дзеля нас, а служаць дыктатару. І таксама мы верым, што сёння закладаецца падмурак будучай дыпламаты свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. Folk Ambassade van Belarus in Nederland gaat openen. Дякую і жыве Беларусь. Сэрца, кулак, Вікторія. Так, серце, кулак, Вікторія, прошу пробачення, включала мікрофон. Вось мне даслала одна з координаторов проекту народных амбассадов так само информацию, что не только в Нидерландах, боже, я перешла на белорусский язык опять, простите, переводчики, Антон и Алена, я сразу автоматически отвечаю на белорусском языке. Хотела сообщить о том, что все-таки у нас сегодня не 5 народных посольств открывается, а немного больше.
поскольку не только Нидерланды, но и Люксембург все-таки открывается сегодня. И я приношу свои извинения, поскольку не обладала полной информацией, и с огромной радостью также вам передаю слово. Белла, спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Лали. В первую очередь я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем вам, кто инициировал и организовал эту конференцию, всем, кто принимает участие в ней. Для меня это большая честь быть частью этого и иметь возможность представить Народное посольство Беларуси в Люксембурге. Мы верим, что открытие нашего посольства в Люксембурге будет способствовать дальнейшему укреплению изъявления свободолюбия народа Беларуси в мире. Мы считаем, что прискорбная, грустная и жестокая ситуация в Беларуси, которая обострилась до невозможного максимума после 9 августа, наконец вывела нашу страну на политическую карту мира. И это критически важно, не дать нашим голосам исчезнуть. Мы создаваем народные посольства в Беларуси во всем мире, во главе которых стоят белорусы, живущие за рубежье. Тем самым мы открываем двери, возможности продемонстрировать Беларуси и ее народу их потенциал быть частью демократического и движущегося вперед общества, которое хочет сделать наш мир лучше. Мы верим, что Народное посольство в Люксембурге укрепит отношения между местными властями и альтернативным демократическим органом управления Беларуси за рубежом, которое было вынуждено быть созданным диктатором и его режимом, который правит сейчас в нашей стране только благодаря нарушению прав человека и вооруженным силам, которые направлены против мирных граждан. Наша цель – вывести Беларусь из тени тоталитаризма и автократии и поставить ее на путь превращения в свободную, развивающуюся, современную страну, открытую для сотрудничества и партнерства со странами, которые разделяют такие же ценности. Создавая Народное посольство в Люксембурге, мы надеемся найти поддержку и подсказки для перехода из неразвитой страны в центре Европы в культурно, политически и экономически процветающую нацию. Мы верим, что Беларуси есть что показать и чем поделиться с миром. Наша молодежь умна и стремится к лучшему. Наши традиции и культура достойны внимания. Наше географическое положение позволяет нам строить мосты и разрушать стены между Западом и Востоком. Мы верим, что, будучи услышанными и увиденным, общество Беларуси принесет изменения не только внутри страны, а также на международном уровне. У нас впереди, конечно, еще очень много работы, и мы должны действовать вместе, объединенные самым большим нашим желанием – свободной и мирной Беларуси. Сегодня для нас очень большая честь открыть Народное посольство Беларуси в Люксембурге. Как я видела, речь была официальная, многие люди рассказывали, какую деятельность делают диаспоры, проживающие в своих странах. Я такой список не подготовила, но вкратце быстро импровизирую. Мы также активно занимаемся продвижением народного белорусского движения в Люксембурге, начиная с августа. Каждую неделю мы проводили акции. Мы также ездили в Нидерланды, знакомились с диаспорой Нидерландов. Мы публикуем большое количество статей про Беларусь, про то, что происходит тут, и какие акции проводят белорусы здесь, и что происходит в Беларуси. Пытаемся вовлекать представителей Европейского парламента, заинтересованных лиц, которые имеют доступ к каким-то информационным каналам. То есть наша деятельность активна, и мы очень хотели тоже поддержку от Координационного совета, чтобы мы вышли немножко на уровень диаспор. Спасибо. Спасибо огромное. Сразу хором. Мы очень рады, что вы с нами. Огромное спасибо за информацию. Не обязательно вести протокольную, конечно, речь. Мы просто хотели бы сказать вам спасибо и поздравить вас и сказать, что мы вместе. Спасибо. Вот. Живи Беларусь. Живи. Живи. Я не знаю, о чем сейчас думал Павел Павлович, когда слышал такие прекрасные выступления и
переживал вместе с нами открытие еще 7 народных посольств. Я думал о ваших словах сейчас, которые вы сказали в самом-самом начале проекта. Ребята, это не игра. После открытия лишь только тогда начнется серьезная работа. Я эти слова, ваши слова вспоминал довольно часто, и сейчас последних полчаса они у меня были в голове. Всех новых представителей, все новые посольства мы приветствуем, мы рады, что вы открылись, и сейчас начинается лишь только работа. Мы вас приглашаем в нашу большую семью и будем работать вместе. Ну, а чтобы показать, давай сразу покажем, наверное, какая большая семья, чтобы показать вам, собственно говоря, как нас много, я предлагаю посмотреть клип «Погоня», который снимался и монтировался очень долгое время, и мы показали его пилотную версию 10 декабря на нашей первой церемонии открытия первых народных посольств. Но вот сейчас у нас есть... Белла, а я бы хотел еще все-таки не удержаться и добавить сверху, до того, как мы посмотрим этот прекрасный клип, все-таки очень хотелось дать слово Павелу Павловичу, чтобы... Мне очень интересно все-таки его эмоции, когда вот он видит вот этот результат такой кропотливой, серьезной работы. И еще раз, в первую очередь, слова благодарности нашим менторам. Этот проект, я не зря сказал, будут изучать историки, потому что нету такого аналога. Мы работаем вместе, и когда дискуссия с профессиональными политиками, дипломатами иногда заканчивается тем, что аматеры могут быть услышанными, и принимается любое мнение, наверное, такое на самом деле единственное. Павел Павлович, вам все-таки заключительное слово. Очень интересно. Да, спасибо, ваше Михаил. Чувство. Да, спасибо, Михаил. Это уникальное, конечно, ощущение, когда одновременно открывается 7 представительств Беларуси за рубежом. Мне бы единственное, чего не хватило, это одновременного поднятия и 7 государственных флагов Республики Беларусь, червоно-белых. Но я надеюсь, что вот я принимал участие в открытии до этого 15 посольств, сейчас еще 7, уже 22, что наступит тот день, когда я получу 22 приглашения, чтобы принять участие в поднятии червоно-белого стяга перед зданием каждого из наших дипломатических и консульских представительств новой Беларуси. Конечно, это мечты, но человек живет, потому что он мечтает. Я хотел бы, конечно, тоже обратить внимание, что на всех нас вместе и дополнительная ответственность. Все наши шаги, все наши действия должны взвешиваться. Мы должны понимать, что мы делаем, для чего мы делаем, и что на нас будут смотреть иностранные представители, дипломаты, представители тех стран, учреждений государственных, где вы будете осуществлять свою миссию, функцию. Мы всегда будем стараться вам помочь, вместе с вами координироваться и вместе с вами идти к главной цели, которую мы поставили перед собой, новой Беларуси. У нас уникальнейшая диаспора, уникальнейшее белорусское этническое меньшинство, если мы говорим о Польше, которое проживает за рубежом. Это уникальный фактор сегодняшнего демократического процесса в Беларуси. И власть, кстати, этого не осознала и до сих пор не осознает. Это тот наш огромный ресурс, огромный инструмент влияния на нынешнюю нелегитимную власть в Беларуси. Давайте объединяться, давайте быть вместе для того, чтобы достичь этой нашей главной цели – построения новой Беларуси. Я поздравляю вас всех. Пожалуйста, поднимите сегодня бокал шампанского, кто-то, может быть, березового белорусского сока, если где-то поставляют, кто-то, может, просто водички, но действительно это уникальнейшее событие. Я искренне вас всех віншую с этим. Дякую вам великий. Спасибо. Не стремать. И маленькое исполнение вашего желания сейчас будет в этом клипе. Там будет много БЧБ флагов. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую, и вояков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, рвут, сомкнутся и тяжко хрипят. Стародавняя
скажите, где шляхи ваши идут и куды? Мо яны Беларусь понеслись за твоими детьми науздогон, что забыли тебе, отреклись, продали и отдали в полон, что забыли тебе, отреклись, продали и отдали в полон. Бейте сердце, бейте ночами, не давайте чужинцами быть. Ай, почую все сердца ночами, а родимой сторонцы болеть. Мати родная, мати країна, не усішиться гетаки боль. Ти пробач, ти прийми свого сина, за тебе я умець на зло. Сьогодні друзі, я русські, я коні, це блискує на льоках князь, стародавня литовської погоні. Не разись, не спинись, не стримать, стародавня литовської погоні. Не разись, не спинись, не стримать. Все-таки старая версия, новая еще монтируется, я приняла сама участие, потому что в Вильнюсе невозможно было не спеть, я поскольку сама пою, и острая брама, конечно, под рукой. Так что на следующей церемонии, я уверена, что она состоится, мы обязательно поставим улучшенную версию этой песни, в которой приняло большое количество моих друзей из разных стран участие. Ну вот мне напоминают еще также, что всю информацию о наших народных посольствах можно получить на сайте belarusabroad.org. И у нас на самом деле было уже очень много вопросов задано и в чате, в Zoom, и в дискуссии на YouTube-канале, как нам присоединиться. Я так чувствую, что, судя по вопросам, у нас скоро появятся новые народные посольства, народные консульства, потому что интерес огромный, желание помочь, присоединиться колоссальное. Спасибо всем, и мы продолжаем двигаться дальше. И следующая тема – это наши проекты солидарности. Тут некоторые говорят про так называемые диванные войска. Где-то, может быть, есть чуточка правды, но я с этим не согласен. Уже давно прошли времена диванных войск, мы уже давно встали на ноги, выросли, объединились, состыковались, выходим на улицы. Мы очень громкие. Нас нельзя не услышать, нас нельзя не заметить. Я только что прочитал в чате на YouTube-канале, что власть все еще недопонимает, какая мы сила. Может быть, и хорошо, что недопонимает. Главное, что мы это чувствуем и знаем. Белла, тебе слово. Двигаемся дальше. Да, ну, во-первых, позвольте мне поблагодарить Михаила, который, мне кажется, сделал один из самых главных проектов, благодаря которым наши народные посольства сегодня открываются. Это наш Всемирный конгресс белорусов. Должен был этот проект презентоваться, но я скажу о нем только то, что огромное тебе спасибо от всех нас, от всех народных посольств, и огромную высказываем благодарность белорусам зарубежья за поддержку и в деятельности народных посольств, и в акциях протеста белорусов за рубежом, и в консолидации онлайн наших демократических сил. А я хочу передать Белла, слово... секундочку, разреши, да? перед тем, как ты передашь слово, все-таки перенаправить твои слова благодарности к всей команде, которая организовывала Всемирный белорусский первый онлайн-конгресс. И открою маленький секрет. Основной костяк этой команды снова с нами и активно работает сейчас за кадром, помогая нам провести такую необыкновенную конференцию. Им всем огромное спасибо. Ну, это важно. Мне кажется, это важно, потому что важно помнить, с чего все начиналось. Вот. А дальше хотелось бы передать слово Вере Хортон,
которая занималась подборкой видео с сегодняшними проектами, и попросить ее объявить наше первое видео. Вера? Вера, ты в курсе, что у нас настолько все интерактивно, и наша диаспора в Сан-Франциско уже готовится выйти на улицу на очередную акцию, и попросили их видео, их проект передвинуть вперед. Вера, тебе слово. Так, хорошо, меня видно, да? Да. Видно и слышно. Здравствуйте, я очень счастлива тому, что у меня есть сегодня такая возможность рассказать о той потрясающей работе, которая ведется в диаспорах. Это действительно, я забыла микрофон, прошу прощения, это действительно колоссальная работа. И мы попытались очень быстро и очень сжато, я бы сказала, даже очень скомканно дать вам небольшое представление о том, что мы делаем, что мы сделали и что мы, конечно же, еще будем делать. И поэтому я попрошу, наверное, все-таки начать наше мероприятие с видео 10 о флаге Беларуси, который путешествует по миру, путешествует на выставках, путешествует вместе с людьми. Это 10-е видео, флаг Беларуси путешествует по миру, и я попрошу Надю Нортон подключиться к нам. Спасибо. А я передаю сразу Надежде привет. Привітання, Сан-Франциско! Ну что, я тады пачынаю. Вялікі дзякуй, што запрасілі прадставіць наш праект беларусаў ЗША. Гэта праект аб'яднаных суполак Злучаных Штатаў Амерыцы. Вось, называецца «Падарожжа БЧБ». Вось, ён пачаў свой шлях вось уже практычна месяц таму у Сіэтле. Вось, прайшоў праз Портланд, прыйшоў у Сан-Франциско, доехал до Сан-Диего и до мексиканской мяжы, потом перасек Аризону и зараз уже находится у Денвере, где его белорусы и будут сустракать. Главная мета гэтага проекта – это объединение белорусов по всему свету вокруг своих национальных символов. Ось, яким является наш штандар, наш червоно-белый стяг. Калі мы пачыналі гэты праект, мы па шчырасці не чакалі, што гэта будзе такі рэзананс і настолькі своечасова, потому што ў сувязі з спробай абвесціць бела-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, вось, і якраз мы паказваем такую сутнасць нашага сцяга па ўсяму свету і сапраўдныя адносіны да яго. Мне самой пашчасціла правесці яго праз всю Каліфорнію, і дзе нас сустракалі беларусы, і гэта проста сапраўды было да слёз, калі людзі збіраліся, тым больш у паўдзённай Каліфорніі так рэдка бывае дажджы, а тут мы прыехалі ў вельмі дажджлівы уикенд, але людзі, не гледзячы ні на што, сабраліся. Вось, і ў Сан-Дыега, і ў Лос-Анджелесе, і ў Санта-Барбары, і ў Оранж-Каунці, і дзе нас сустракалі. Беларусы яднаюцца вакол яго, потому что самым разнастайным чынам. Гэты сцяг уже, яго мы каталі на самалёце, ён праехаў над Ціхім акіянам, таксама на яхце по Ціхаму акіяну. Зараз ён катаецца у Rocky Mountains в Колорадо. Вот. Так что мы далей протягиваем, коли ласка. Спасибо большое, Надя. Очень, очень здорово, да, что вы это делаете. Я не знаю, есть ли техническая возможность посмотреть еще и видео? Ну, Беларуси Сіэтлу пачынаем падарожжа вакол свету бел-чырвона-белага сцяга па беларускім суполкам ЗША з заходняга ўзбярэжжа на ўсходняе
Ад беларуса до беларуса, як сімвол нашого єднання. Y'all in trouble, watch me blow. They gon' feel me, think I won't. You so silly, say you cold. Won't not really claim you go. You know Billy, I got flow. I got hustle, I got hustle, I got struggles, I don't work. I know that they come and go. Потрясающе. Ну что ж, белорусский флаг продолжает свое путешествие по миру, а я все-таки предлагаю нам вернуться в начало нашего расписания, которое у нас уже немножечко нарушено, и все-таки посмотреть совершенно потрясающее видео. Видео, которое я назвала «Женщины в пустыне». Это видео, которое подготовила для нас израильская диаспора, певица Ирина Котвицкая, а оператор видео Борис Суходрев. Зеленый дубок, зеленый дубочок, и потом дубом да зелененьким, да стояла девичья.
Огромное спасибо Ирене Котвицкой за такое замечательное видео. И поскольку у меня за спиной уже стоят все эти женщины, я хочу, чтобы мы все вспомнили, как 10 октября в прошлом году по миру прошла волна женских маршей за Беларусь, за солидарность с женщинами Беларуси. Пожалуйста, давайте посмотрим еще одно видео, и все, кто сейчас смотрит и участвовал в маршах, возможно, себя в этом видео увидят. If there is anyone else convinced that women cannot change the world, we will convince them otherwise. Я совершенно согласна с тем, что сказали в этом видео, что мы расскажем всем, что мы можем победить и можем поменять мир. А сейчас я хочу пригласить представительниц женского фонда, которые уже, наверное, ждут своей очереди, чтобы мы смогли в течение 3 минут рассказать о том, какую работу мы делаем сейчас и как нас к этому сподвигнул вот этот женский марш, после которого была создана женское, в общем-то, движение за Беларусь, а также был создан фонд Belarus Women Foundation, начала его Вероника Цепкало. Ну, а сегодня мы, наверное, расскажем вам об этом. Валентина, Елена, Диана, может быть, вы ко мне присоединитесь? Валентина с нами, уже я вижу ее на экране. Здравствуйте, Валентина. Большое вам спасибо от имени женщин, которые выходили в Минске. Микрофон, пожалуйста, только нужно включить. Так. У нас буквально... Да, есть. У меня работа. Слышите меня? Да. Валентина, как вот вам кажется, почему вы принимаете участие в женском движении? Что вас заставило это сделать? Ну, я из белорусской диаспоры в Австрии, и уже до того, как произошли события в августе прошлого года в Беларуси, я уже была активным участником в Австрии женского движения. И, естественно, когда все это случилось, женщины Австрии тоже не остались в стороне. Я их уже здесь информировала. Они, между прочим, митинг 10 октября мы проводили не отдельно, а мы проводили именно с женщинами Австрии. И затем в октябре, в ноябре, наверное, я присоединилась к команде Вероника Цепкало. И постепенно наша команда становится платформой по лоббированию интересов женщин Беларуси. Наша команда выступает в качестве НАБАТа, международных женских, правительственных и правозащитных организациях. Наряду с глобальными целями международного женского движения одна из самых первоочередных задач нашей команды – это, конечно же, освобождение наших женщин из тюрем. На эту тему задумано несколько проектов, над которыми мы работаем. Пользуясь случаем, обращаюсь к диаспорам, подключайтесь к женским организациям в ваших странах, распространяйте информацию про женские истории из Беларуси, следите за нашими публикациями, соцсетями и присоединяйтесь к нашей команде. Женщины – это сила, а солидарность женщин – это сверхсила. Живи Беларусь! Живи вечно! Живи вечно! Спасибо огромнейшее! И, наверное, Диана хотела что-то сказать. Да, конечно, спасибо большое. Как меня слышно? Хорошо? Да, хорошо. Спасибо большое.
Ну, наверное, мне хотелось бы добавить, что истории женщин в Беларуси, они станут, конечно, частью истории нашей общей страны, нашей общей родины. И мы, в принципе, пишем сейчас эту историю сами. Хотела бы добавить к словам Валентины то, что мы активно сотрудничаем с международными женскими организациями всех демократических стран, в том числе в Австрии, в том числе в Вене, где я сейчас и нахожусь. Вместе с ними мы ищем механизмы взаимодействия, которые могут повлиять на ситуацию в Беларуси. Мы сотрудничаем с женщинами других стран, которые готовы делиться своими знаниями и ресурсами. Мы уверены, что ресурсы женщин воистину безграничны и могут создать новые решения накопившихся в мире проблем. Мы сотрудничаем также с международными женскими правительственными организациями, а также с международной прессой, чтобы весь мир услышал историю каждой смелой белорусской женщины, чтобы весь мир услышал и увидел, как режим относится к женщине в Беларуси, в каких нечеловеческих условиях содержатся женщины любого возраста в местах временного содержания, и через какие пытки моральные и физические проходит сейчас женщина в Беларуси. И от себя хотела бы добавить, что, будучи дочерью отца, жестоко и бесчеловечно убитого, так же, как и Роман Бондаренко, представителями так называемых правоохранительных органов Беларуси, я знаю не понаслышке, через что пришлось пройти такой смелой женщине, как моя мать, с 2 детьми на руках, когда она пыталась добиться привлечения виновных в убийстве ее супруга к ответственности. И я убеждена, что эта сильная женщина дождется того дня, чтобы справедливость свободной Беларуси восторжествовала. И мы призываем женщин, активистов по всему миру сосредоточить свои усилия на освобождении наших женщин, которые были признаны политическими заключенными, а также сотен женщин, которые были осуждены и оштрафованы, которые сейчас находятся в местах заключения. Спасибо большое. Спасибо огромное, Вера, Диана, Валентина. Я вот сейчас вас слушал и думал, что на сегодня так часто звучала фраза, что режим недооценивает нашей силы, нашей мощи, но, по-моему, он недооценивает 100-кратно женской силы, вот этого женского лица белорусского движения. И мы очень рады, что вы у нас есть, такие прекрасные женщины, такие сильные, которые знают пути и знают методы. И у меня к вам один вопрос. У нас уже есть много комментариев в чате. Как вам присоединиться, как вас найти? Опубликуйте, пожалуйста, ваш веб-сайт или какие-то координаты. Я уверен, что после нашей конференции у нас появятся не только новые народные посольства, народные консульства, а и к вам придут новые сильные женщины, которые вместе с вами будут заниматься одним делом. Спасибо, Михаил, за эту прекрасную идею. В описании к этому видео мы дадим линк на наш сайт belaruswoman.org. И я еще хочу от себя сказать, что мы действительно работаем над тем, чтобы привлечь всех виновных к уголовной ответственности. И мы работаем над универсальной юрисдикцией, поэтому все те женщины, которые пострадали, пожалуйста, нам нужны ваши показания, нам нужно бороться до конца. Пожалуйста, давайте это сделаем. Давайте привлечем всех виновных к уголовной ответственности. Это наша задача. Нам главное сейчас не останавливаться. Спасибо Вера, вам. спасибо. Да, спасибо за эти слова. И как женщина, которая была похищена, тоже незаконно осуждена, я призываю всех женщин, кто прошел через Окрестино, кто прошел через незаконное похищение, унижение и избиение, давать показания для международной юрисдикции. Спасибо большое, Белла. И я думаю, что давайте посмотрим теперь видео о том, что делают и женщины, и мужчины наших диаспор. Называется секция «Подарки и гуманитарная помощь». Пожалуйста, посмотрим видео. Спасибо Деду Морозу. Мы решили воплотить мечты детей. Не общие подарки, там, сладости, а именно то, что дети хотят, пытались все воплотить.
мы создали форму, раскидали по чатам в Беларуси. Кто пострадал, кто нуждается в помощи, собралось там по этому списку человек 100. А дальше уже подключилась диаспора дальше. И мы нашли стачкомы, и нашли профсоюзы независимые. И дело пошло. И в итоге 419 детей у нас в списке было. И плюс еще независимые профсоюзы, человек 160. Вся диаспора помогала. И Москва, и Питер, и зарубежные страны наши, белорусы, помогали. Покупали подарки, присылали. А мы уже здесь на месте все делали, упаковывали и отправляли. У меня вся комната была в коробках. Потом уже вся квартира в коробках была. Мы хотели помочь людям, чтобы они видели, что они не одни. И причем дети вообще не виноваты, что родители пострадали. Кто-то бастует, кто-то на 15 суток и штраф получил большой. Ну а дети не виноваты, что не должны без подарков дети оставаться-то. Дорогие белорусы, от стачкома ООО «Беларусь-Калий» мы хотим выразить огромную благодарность всем белорусским диаспорам мира. Вместе мы – сила. Я не знаю, как вы, но когда я смотрела это видео в первый раз, я плакала. У меня уже слезы. У меня тоже. Такая самоотверженность, такая любовь к людям. Это, наверное, только белорусы на такое способны. И продолжая вот эту помощь, эту белорусскую отвартость, душевность, я хочу сегодня позвать сейчас Наталью и тоже посмотреть видео «Помощь белорусам, вынужденным уехать за границу». И у нас там и видео, и презентация, но уже что техники покажут, то посмотрим. Да, добрый вечер, я на связи. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. Ну что ж, многообразие инициатив на самом деле так велико, что когда я получила просьбу сделать презентацию, мне было очень сложно. Единственный пункт систематизации, который я выбрала, это виды помощи, которые оказываются, поскольку эти инициативы от единичных волонтеров до самых огромных фондов настолько разнообразны, что объединить их очень сложно. Радует то, что мы познакомились со многими невероятными людьми, и вот эта паутинка белорусской помощи, она такое ощущение, что окутала всю землю, и только дерни в одном конце, и сразу отзовется весь мир, и это здорово. Спасибо большое. Знаете, все говорят о том, что так как белорусы помогают за границей, никто никому не помогает. И мне печально, что когда я переезжала за границу, не было такой белорусской супольности, такой белорусской диаспоры, где могли вот так помогать, как сейчас. А волонтеры, которые работают в самых разных концах мира, но, конечно же, основная масса волонтеров и в Польше, и в Литве делают просто колоссальную работу. И у нас есть видео о такой работе волонтеров, тоже называется оно видео номер 4. Может быть, мы его сейчас посмотрим. Вера, давайте перед тем, как мы включим видео номер 4, еще раз задумаемся и сделаем акцент на том, что это видео, которое сейчас будет показано, как будет представлять все проекты. У нас такое огромное количество проектов, помогающие волонтерам, помогающие людям, которым пришлось покинуть родину. Просто было нереально все видео сегодня показать и о всех рассказать. Будем считать, что вот это видео, которое мы сейчас увидим, будет представлять все замечательные проекты. Но оно еще на английском языке, наверное. Поэтому переводчики, пожалуйста, Беларусь не оставила равнодушным ни одного белоруса, где бы мы ни жили. В то время как внутри страны продолжаются протесты, белорусские диаспоры из разных стран мира развернули полномасштабную акцию помощи для тех, кто был вынужден покинуть Беларусь. Наряду с давно действующими и зарегистрированными в 2020 году фондами созданы целые сети волонтеров. Самая большая волна релокантов из-за территориального соседства обрушилась на соседние страны – Польшу, Украину, Литву. Именно там осуществляется большинство инициатив помощи, как собственными силами, так и благодаря поддержке диаспор всего мира. Полные данные статистики за 2020 год еще недоступны. Оценить масштаб релокации можно по следующим цифрам.
Разрешение на пребывание в Польше имеет 28 800 граждан Беларуси с августа по декабрь прошлого года. 1200 человек обратилось за международной охраной в Польше. 1902 гражданина Беларуси получило вид на жительство в Украине. Общее число переселенцев не поддается точному подсчету, поскольку большинство людей пользуются правом 180-дневного безвизового пребывания в стране. Разрешение на временное пребывание в Литве с августа 2020 года по январь 2021 получило 5739 человек. Данные по Латвии: 123 человека приехало в страну на основании гуманитарных виз. 21 белорус попросил защиты в период с августа по октябрь 2020 года. За границами Беларуси диаспоры оказывают помощь по нескольким основным направлениям. Гуманитарная помощь. В нескольких городах созданы склады с гуманитарной помощью. Одежда, бытовая химия, питание, бытовая и электронная техника. Частные волонтерские инициативы и диаспоры в разных городах оказывают адрес на помощь людям, прибывающим в лагеря для беженцев и проходящим реабилитационное лечение в санаториях. Помощь в заселении. Белорусы помогают искать подходящие варианты жилья, часто оплачивают это жилье и собирают деньги на долговременную аренду. Организованы так называемые шелтеры – дома временного пребывания для белорусов, где они могут бесплатно жить несколько месяцев. Медицинская помощь пострадавшим от насилия в Беларуси. Организовывают приемы врачей и реабилитантов в больнице, оказывают психологическую помощь, реабилитацию в санаториях. Консультационно-юридическая помощь. Создаются справочники, доступные онлайн на русском языке. На базе фондов и частных инициатив работают волонтеры-консультанты. Трудоустройство. Тем, кто по законодательству страны пребывания имеет доступ к рынку труда, волонтеры стараются помочь подыскивать подходящую работу и объяснить все тонкости трудоустройства. Наиболее распространенный случай помощи – это полное ведение отдельных кейсов, начиная от легализации, поиска школ, детсадов, работы, заканчивая жильем и регулярной материальной и психологической поддержкой. Буквально за руку многие волонтеры сопровождают релокантов по необходимым инстанциям, помогают заполнять документы, объясняют, где и как лучше открывать счета, подключать мобильную связь. Семьям с детьми оказывается всесторонняя помощь в определении детей в школы и сады. Социализация является одним из важнейших приоритетов. В рамках этого проекта функционируют в том числе онлайн-курсы польского языка на базе нескольких фондов, программы стажировок для белорусских журналистов, активистов и правозащитников в украинских СМИ и неправительственных организациях. Помощь, оказываемая релокантам, это также инвестиция в демократическое будущее Беларуси. Важным элементом построения этого будущего является не только солидарность самих белорусов, но и международная поддержка, в том числе при помощи финансирования различных инициатив белорусской диаспоры. Только вместе мы способны приблизить победу демократии в Беларуси. Спасибо огромнейшее просто всем тем, кто сейчас занимается людьми. Спасибо всем волонтерам. У меня слезы на глазах. Я просто не могу говорить, потому что такая самоотдача, такая любовь к людям, наверное, на такое способны только белорусы. И огромное спасибо нашим переводчикам. Я снова подумал о них. 4 часа без паузы. Перевод идет в 2 направления, русский и английский. Ребята, держитесь и оставайтесь все с нами, все наши участники и слушатели, зрители. Самое главное у нас еще впереди. Мы остановимся не только на таких прекрасных видео, мы не только расскажем о проектах, которые идут, но и вместе примем декларацию солидарности, которая очень важна, с которой мы будем вместе работать дальше. А Вера? Сейчас хочу поблагодарить всех за замечательную техническую работу и попросить поставить видео, вот, которые у нас есть по поводу медиаресурсов. Как вы видите, я представляю еще и медиаресурсы нашей диаспоры. Медиаресурсов у нас много, но вот кое-какие рассказы. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, любимые белорусы! Наша цель – создать единый медиаресурс, который освещал бы не только жизнь белорусов за рубежом, но и их многочисленные инициативы. Мы бы хотели освещать самые интересные новости в диаспорах, показывать сюжеты обо всем самом интересном, происходящем в мире белорусов, приглашать на интервью интересных людей, обсуждать новые идеи, показывать подборку новостей об успехах народных посольств,
информпосредь, подборку новостей из инфоцентров. Все это могло бы поместиться в один большой еженедельный видеообзор. Отдельную тему заслуживает и обзор работы всевозможных фондов. Мы бы хотели осветить их деятельность, для кого они предназначены и как бы они могли помочь нуждающимся. Для этого мы бы хотели приглашать представителей в студию, а также показать их презентативные сюжеты. Мы хотим уделить внимание и тематическим передачам для самих белорусов. Демократия и строительство нового общества и любые темы, которые могли бы повлиять на либерализацию белорусского народа. Так, микрофон вверх включи. Да, я не смогу этого сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на Белдиаспора ТВ и пишите мне о том, что бы вы хотели узнать. Мы готовы создать передачи на темы, которые вас интересуют, и у нас есть возможность рассказать о том, что происходит за границей на самом деле и с белорусами, и с людьми. Белла, Вера, можно вопрос тебе один задать? Где ты берешь тот самый аккумулятор, от которого питаешься энергией, и где можно заказать тот 26-й час в сутки, который у тебя явно есть, и ты все успеваешь? Спасибо, Михаил. У меня такое чувство, что я беру его в холодильнике, поэтому я все шире и шире становлюсь. Белла. Военные тайны мы сегодня не выдаем. Спасибо, Мишенька. Белла, по-моему, там еще было видео о твоем замечательном радио. Может быть, ты что-нибудь о нем скажешь, буквально 2 слова? Скажу, что буду рада видеть все те народные посольства, которые уже открыты, а также те народные посольства, которые, я уверена, вскоре откроются гостями своей программы. Огромное спасибо Михаилу, что был моим первым гостем. И считаю важным, что мы сделали первый в истории радиопроект белорусской диаспоры. И не хочу делать рекламу, но благодарю правительство Польши, Литвы и Украины, которые позволили в рамках нашего нового радиопроекта, который работает в 4 странах, включая Беларусь, на FM-волнах, делать авторский радиопроект. Вот об одном из них на коленке сегодня утром склепали мы видео, потому что я была так занята нашими осуществлением наших проектов, что снимать видео о них просто не представлялось возможным, поэтому приношу извинения, если не такое профессиональное видео получилось, как у других представителей диаспоры. То у тебя профессиональное радио. Я тоже не буду делать рекламу, но призываю всех, не отказывайтесь от приглашений на интервью ни к Белле, ни к Вере. У них уже прошел это лично. Легче интервьюеров я еще в своей жизни не видел. С такими специалистами приятно вместе работать. Девочки, молодцы. Спасибо большое. Привітання з Вільні! Беларусь! Кожную пятніцу ў эфіры жыве Беларусь уначы на радыё УНэт можна паслухаць эксклюзіўныя інтэрв'ю з прадстаўнікамі беларускай дыяспоры ў Літве ды свеце. Аўтар і вядучая праграмы Белла Фокс працуе ў Вільні, дзе і сама з'яўляецца палітычным рэлакантам. За першы месяц гасцямі праграмы сталі прадстаўнікі беларусы замежжа, фондаў Байсол і разам, народных амбасадаў у Літве, Іспаніі, Партугаліі, Эстоніі і Расіі. Гэта першы радыёпраект беларускай дыяспоры ад дзіджэйкі плошчы 2006. Ну, замечательное совершенно видео, спасибо большое. И если у нас больше невозможно подключить никакие другие видео про медиаресурсы, то, может быть... У нас еще было одно видео из России, меня попросили коллеги из Народного посольства России. Могли его отгрузить, вот я не знаю, там были технические проблемы, я не знаю, смогли ли с ними справиться. Но тогда давай объявим, что белорусы Санкт-Петербурга, которые выходят на протесты, начиная с 9 августа, каждый день без исключения, начали снимать влог, который можно найти в YouTube, как «Белорусский дневник», и мы всех призываем посмотреть то, что они снимают. И я думаю, что в описании к видео на YouTube мы тоже дадим всю необходимую информацию. Ссылки у нас есть. К сожалению, видео, наверное, мы не посмотрим, но, тем не менее, спасибо большое за вашу работу, белорусы в Санкт-Петербурге, и за тот дневник, который вы выпускаете. Это очень поддерживает белорусов за рубежом и в Беларуси, что самое главное.
Ну что ж, давайте, наверное, переместимся теперь в мировые СМИ. И, может быть, Катя выйдет сейчас к нам тоже, и мы посмотрим то видео, которое нам удалось загрузить сегодня. Давайте попробуем посмотреть. Да, приветствуем Катерину Дрожжи из Португалии. Привітання всім, доброго вечора. Дякую, Катерина, за вы просто запрошення. тоже приложили такие усилия, когда собирали материал для этого видео, вы, по-моему, стали грозой всех диаспор, просто брали в руки, и от вас нельзя было уйти, пока вы не получали это самое видео, которое вам требовалось. Посмотрим, что у вас получилось. С Дякую нетерпением. велике, гэта правда. Ад мяне людзі ўжо пачалі скрывацца. Працую на КГБ. Ну што, гатовая? Я хіба выключу свой відэо. Вы бачыце мой экран? А не, гэта не гэта, прабачце, гэта не гэта відэо, я не ведаю. Пойдет это, посмотрим еще и ваше. Дякую. Оба посмотрим. Ну что, наверное, там еще есть и ваше видео. Сейчас попробуем еще его поставить. Но расскажите, может быть, немножко, пока наши техники ищут видео. Катя, вы можете со своего скрина шарить. У нас видео нету больше. Добре, давайте. Калі што, я ведаю, што яно у вас у тэшцы под номером 12. Добро. Тогда поставим прямо на большой экран. Выведем номер 12. Опа, у меня нет. Давайте пока поговорите, я его сейчас найду. Все, будем разговаривать. Катя, расскажите нам о вашей работе. Ну, могу сказаць, па-першае, што праца беларусаў з замежнымі СМІ была сапраўды такой працай, як на фронте, таму што гэта не вельмі лёгка атрымаць увагу журналістаў, якія асабіста ў часы ковіду аддаюць прыярытэты нейкім мясцовым і нацыянальным праблемам, таксама праблемам англамоўных краін. Таму нашыя дыяспары пасля жнівеньскіх падзей яны аб'ядналіся у прэс-штабы, пачалі выпускаць свае ньюслетары, рабіць свае прэс-рэлізы, пачалі шукаць кантакты журналістаў праз знаёмых, а таксама праз публікацыі онлайн і дасылаць да іх масава інфармацыю пра Беларусь. Яны таксама ім тэлефанавалі, прасілі асабістых нейкіх сустрэчаў, запрашалі іх на акцыях салідарнасці, якія праводзілі ў сваіх краінах. Нашыя дыяспары, актывісты з беларускіх дыяспараў за мяжой таксама вельмі часта былі запрошаны у студыі розных СМІ за мяжой, давалі розныя інтэрв'ю, рабілі розныя рэпартажы. І я ведаю, што гэтая праца, яна толькі расце. Напрыклад, вось у Італіі я ведаю, што існуе нават працоўная група, якая кожны дзень чытае навіны з Беларусі, адбірае самае галоўнае навіды, перакладае іх на італьянскую мову, а пасля дасылае да сваіх кантактаў у Італіі. Такую ж самую працу праводзіць дыяспара ў Англіі, у Злучаных Штатах. Мы ў Партугаліі таксама штодзень, вось я, напрыклад, адказная за СМІ таксама, я стараюся тэлефанаваць штотыдзень тэлефанаваць нашым журналістам і прапанаваць ім тэмы пра Беларусь, дапамагаю ў арганізацыі інтэрв'ю з нашымі актывістамі, палітычнымі лідарамі, ахвярамі рэпрэсіяў. І вось гэтая праца, яна, скажем так, не вельмі лёгкая, але да пабеды, да перамогі мы будзем не працягваць у гэтым кірунку. Спасибо большое. Мне кажется, до победы это самое важное. Главное просто протягивать, потому что жизнь журналистов заключается в том, чтобы каждый день просто продолжать. И интерес к событиям в Беларуси будет падать, он будет нарастать, что-то будет изменяться, но то, что мы начали существовать в мировых СМИ, это уже большая победа.
Ну что, я хочу спросить у наших техников, смогли ли они найти видео? Готово. Я уже слышу, что да. Боже, какие же белорусы талантливые. Мы победим, потому что у нас талантливые люди. Спасибо вам огромнейшее. Будем знать, Вера, из кого формировать команду нового медиа белорусской диаспоры, к которому, я надеюсь, мы тоже придем. Может быть, даже еще победу. Это действительно так. И я бы хотела еще посмотреть, опять-таки, видеоролик о нашем талантливом народе. Ролик называется «Культурная солидарность». Давайте его посмотрим. Сделан художниками, сделан очень творческими людьми и сделан о белорусах. Вера, Белла, вы такие замечательные, и ваши ролики можно смотреть вечно. У нас всегда одна единственная проблема. У нас столько людей, которые хотят выразить слова солидарности, мировые политики ведущие. У нас столько проектов, которые мы хотим преподнести, но у нас заканчивается людской
и технический ресурс. Нам, к сожалению, надо переходить к закрытию, потому что нам очень важно вот эта декларация солидарности, над которой такое количество людей работало, которые многие мировые политики подписали. И снова у меня незавидная роль прерывать такой необыкновенный репортаж. Мы все ролики еще посмотрим. Мы не последний раз вместе, у нас будет еще очень много онлайн-мероприятий, и мы наверстаем. Спасибо, Михаил. Я думаю, в таком случае мы просто будем приглашать людей, или мы закончим эту часть. Давайте все-таки мы остановимся на этой части и перейдем к закрытию. Нам очень важна наша многострадальная декларация для многострадальной страны. Спасибо большое. Я думаю, многострадальная. Поймут. И самое главное, что все эти ролики я смогу загрузить на канал Белдиаспора ТВ, где люди смогут их посмотреть, и также они будут в соцсетях. А теперь, наверное, Миша и Белла, вам слово, и я ухожу. Да, беру свои слова обратно. Декларация немного страдальна. Декларация была выверена буквально до слова, потому что она для нас очень важна, и поэтому, Белла, передаю тебе слово. Ну, во-первых, я хотела бы высказать огромное слово благодарности одному из членов нашей команды, Франу Вечорко, за помощь в написании этой декларации. На самом деле я ее прочитала несколько раз, думала, что сама буду зачитывать сегодня, но решила слово передать Вере Хортон, потому что я считаю, что она одна из самых необыкновенных белорусок, проживающих в Англии, и сможет это сделать лучше меня. Декларация будет на английском языке. We pass the floor to Vera Horton, our representative of Belarus in the UK, and she will read on behalf of Belarusian people and on behalf of the people supporting Belarus, the Declaration of Solidarity with Belarusians. Thank you very much. I will start. Declaration of Solidarity with Belarusian people. While the Belarusian regime has long been hostile to independent voices and freedom of expression, while it has resorted to indiscriminate violence against the Belarusian people, while there are currently 220 political prisoners, 900 politically motivated cases, over 1,000 cases of torture, 33,000 people detained. We admire the people in Belarus who are determined to peacefully stand up for their rights against electoral fraud, violence, and repression. We particularly commend the active participation of Belarusian women, the overall persistence of the people of Belarus, their dedication to human rights, democracy, and the rule of law. We condemn the continuing violent crackdown brutally carried out with impunity by the Belarusian security forces against peaceful demonstrators, independent journalists, human rights defenders, lawyers, workers, and political activists. In solidarity with the people of Belarus, we call for the immediate and unconditional release of all political prisoners and detainees who are currently deprived of their fundamental rights. The immediate cessation of any violence of state-sanctioned harassment against peaceful protesters. A genuine, transparent, and inclusive national dialogue to negotiate a peaceful transition of power and way out of the existing crisis through the mediation by the OSCE. A decisive and consistent reaction by intergovernmental bodies and individual states with the targeted personal sanctions against those involved in the election fraud and human rights violation, including high and middle-ranking officials, as well as entrepreneurs and companies known for supporting the regime or dismissing their employees for participating in strikes. A prompt, impartial, and comprehensive international investigation of grave human rights abuses, ensuring accountability for perpetrators and justice for victims, restoring fundamental rights and freedoms in the country, and paving a way to a democratic transition process, applying universal jurisdiction to bring perpetrators
of torture and ill treatment to justice. Economic support for a democratic Belarus, including both the immediate support for civil society, human rights defenders, independent unions, and independent media, victims of repressions and their families, and substantial financial package of economic assistance to support future reform efforts, and the restructuring of the economy after democratic, free and fair election take place. Effective coordination of multilateral actions by various stakeholders, including international organizations and concerned states, to exert sufficient international pressure to the authorities and provide adequate and timely support to democratic aspirations of the Belarusian society. Thank you. Thank you, Vera. Спасибо, Вера. Эту декларацию уже дали согласие подписать многие ведущие мировые политики. Мы сейчас работаем над технической возможностью разместить декларацию солидарности так, чтобы была возможность подписать ее широкому кругу людей, всех, у кого сердце болит за ситуацию, тех, кто хотят перемен, кто хочет выразить солидарность с демократическим обществом Беларуси, с нашим общим делом. Будет такая возможность. Мы обязательно разместим эту декларацию на доступном ресурсе и сделаем возможным для подписи. Спасибо всем, кто приложил руку к этому, работал, и особенно, как уже Белла сказала, присоединяюсь к благодарности Франку Вечерке. Это по его идее сегодняшнее мероприятие состоялось. Прекрасно он поддержал инициативу Светланы Тихановской. Светлана предложила 7 числа сделать Днем солидарности с Беларусью, и Франк эту идею расширил дальше. Мы отозвались в Беларуси зарубежье, и вот такая прекрасная конференция состоялась. И теперь я очень рад предоставить слово человеку, которого я не только безгранично уважаю и кем восхищаюсь, человеку, я уверен, чье сердце бьется в такт свободе. Это Жанна Немцова, общественный деятель, журналист, основатель и душа фонда Бориса Немцова, названного именем ее отца, который имеет те же цели, те же задачи, которые наша сегодняшняя конференция. Борется уже не первый год за свободу, за демократию, и не только в России, а, наверное, везде, где этого не хватает. Жанна, вам слово. Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Да, в такт свободе бьется мое сердце, находясь в Москве. Я сейчас нахожусь в Москве. Что ж, я 3 часа прикована была к экрану компьютера, внимательно следила за вашей трансляцией. Я действительно поражена тому, какой масштаб самоорганизации у белорусов. Мне кажется, что россиянам есть чему у вас поучиться, и я действительно сильно впечатлена. Ну, теперь я хочу вот что сказать. Вы знаете, я хочу объяснить, почему я тут, помимо того, что я получила приглашение от Франка Вечерки. Немножко такого исторического экскурса. Мой отец, Борис Немцов, был российским политиком либеральным, и он часто приезжал в Беларусь, он активно общался с белорусской оппозицией, и был один такой, я бы не сказала, что комичный случай, но можно сказать, наверное, и комичный. В 2002 году мой отец был депутатом Госдумы, лидером фракции «Союз правых сил» в Государственной Думе. И вот он решил отправиться вместе с Ириной Хакамадой в Минск по приглашению Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Там проходила конференция, она была посвящена проблемам интеграции России и Беларуси. И не успел мой отец приехать, как его взяли сотрудники КГБ и немедленно депортировали из Минска на основании того, что посчитали его угрозой национальной безопасности и считали, что он высказывал антибелорусские взгляды.
Ну, отец мой был депортирован. Мне кажется, он еще потом, возможно, был несколько раз в Минске и совершенно точно поддерживал контакты с белорусской оппозицией. И в этом смысле, наверное, я стала его наследником, так получилось. И в 2019 году приехала впервые в Минск. Там фонд Немцова проводил мероприятие, я была ведущей. И я могу вам сказать, что в декабре 2019 года сложно было представить, что произойдет буквально через 8 месяцев, но это произошло. Итак, меня Франок попросил произнести вдохновляющую речь, находясь в Москве. Ну, вдохновляет то, что я могу ее вообще сегодня произносить и нахожусь на свободе, но я думаю, что вот что, я не буду говорить каких-то вдохновляющих слов, я буду сегодня цитировать, и цитировать я буду никого иного, как Бориса Немцова. Первая фраза, которая, мне кажется, подходит к тому, что происходит и в Беларуси, и в России, звучит примерно так. Никто не сказал, что получится быстро. Мне кажется, что многие люди, особенно кто недавно присоединился к освободительному движению в России и в Беларуси, считают, что это некий блицкриг, что вот сейчас еще чуть-чуть, и все получится. Но на самом деле, конечно, 6 месяцев – это не такой большой срок, и я понимаю, что для многих людей это огромный срок, потому что за эти 6 месяцев у людей полностью поменялась жизнь, в том числе и у лидера демократической Беларуси Светланы Тихановской, у многих-многих других. Но все равно этот срок небольшой. Белорусы выбрали мирный путь борьбы. И тут Борис Немцов нам говорит, что плата за мирный путь борьбы – это время. Поэтому это относится, конечно, не только к Беларуси, к России и к другим любым странам, где пытаются бороться с диктатурами. И в этой ситуации, наверное, самое главное – это иметь терпение и, не менее важное, быть уверенным в своей правоте. И я вам искренне желаю победы, я желаю победы и Беларуси, и России. Мне кажется, что от вашей победы многое будет зависеть и в России, во всяком случае это станет вдохновением, поскольку настроение сейчас у нас в России не очень хорошее, мягко выражаясь, из-за огромного количества задержанных. И в заключение своей короткой речи хочу сказать и призвать свободу политзаключенным Беларуси, свободу политзаключенным России. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Жанна. Пользуясь случаем, хотела сказать, что вот мне удалось вас пригласить в 2020 году на Всебелорусский конгресс за независимость от России. Я была международным секретарем, и из-за ковида мы перенесли, и вот теперь мы здесь, на этой конференции с вами встречаемся. Действительно, я была на одной из встреч вашего отца с партией ОГП, в которой до сих пор состою, и мы все в одной лодке, от Хабаровска до Бреста, диктатуре нет места, и истории белорусов в России тоже нам намного открывают глаза. Я думаю, что это исторический шаг для демократических сил наших стран объединиться во имя мира. Ну, а я передаю слово Михаилу опять. Михаил? Вообще-то слово должно было остаться у тебя, потому что у нас еще есть два прекрасных... Ты тоже сказал что-нибудь напоследок для наших зрителей. Не можешь же так просто на меня все сбросить и исчезнуть. Михаил. На самом деле, в первую очередь, еще раз я хотел поблагодарить наших необыкновенных переводчиков. У нас уже закончились все смены, и перевод продолжается. Перевод продолжается, и для нас очень важно, чтобы те слова, которые сегодня прозвучало, Жанна сказала 3 часа, она не может оторваться от экрана. Жанна, огромное спасибо, это оценка нашей работы, но это и оценка работы переводчиков. Для нас я просто не хотела выглядеть неосведомленной, я как-то привыкла готовиться к конференции, поэтому я вас слушала, но помимо того, действительно было интересно, я думаю, что мы будем использовать ваш опыт для организации подобных конференций фонда Немцова. Спасибо. Мы всегда готовы обмениваться опытом, тем более нам тоже есть чему поучиться, и Жанна уже нас учит многому своему опыту многолетнему. Мы на самом деле только начинаем, но вот в онлайн-конференциях уже наш шаг впереди. Это радует. Еще раз сказал Михаил после 2-й конференции.
Да, у нас есть два важных вопроса. Во-первых, Франек Вечерка хочет сказать пару слов, а во-вторых, Белла Фокс, все хотят знать, где находится радио, как его найти. Пожалуйста, срочно в чаты, сбрасывайте линк, я их сброшу дальше. Хорошо. И не забудьте, что через 19 минут у нас начнется невероятный концерт солидарности. Очень рекомендую всем его послушать, посмотреть. И, может быть, кто-то сейчас объяснит, как переключиться можно будет на концерт, и потом дадим слово Франеку. Ну, я сейчас вот сбрасываю в чат ссылку на концерт. Я нажимаю, и вот это и есть концерт. Так, я не туда его сбросила. Секундочку, я сброшу его сейчас для всех. Просто переходите, выходите из Zoom по окончании конференции, оставайтесь на том же канале, на котором сейчас идет трансляция этой конференции в YouTube. Начнется замечательнейший концерт белорусских звезд. Концерт подготовил для вас Фонд культурной солидарности. Там будет много сюрпризов, поэтому я предлагаю концерт посмотреть. Я сама жду не дождусь. Франек, твое имя последних полчаса звучало... О, кстати, Лукашенко мы ни разу не произнесли, я сейчас первый раз, а вот Франек звучит без остановки. Последних полчаса у нас в конце нашей конференции, и мы не можем просто не удержаться и не дать слово тебе. Я прошу прощения, может быть, какие-то вопросы, которые коллективно были в чатах собранные, может быть, мы сможем просто Франеку сейчас задать что-то. Франек. Я думаю, что все уже стомились от пытанняў і ад размову. Скажите, мне по-руску ці по-беларуску говорить, як перакладчикам? У нас есть еще переводчики? Переводчики еще живы, наверное, лучше по-русски. Потому что они очень уставшие. Хорошо, буду по-русски. Дорогие мои все участники, организаторы и те, кто додержались эти 5 часов конференции, я вижу, что через вот эту ротацию присутствующих на Ютубе и на Зуме прошло несколько тысяч человек, насколько я вот замечаю. И у нас было огромное количество рестримов. Я тоже видел, Ивонка Сурвила активно подключалась, участвовала, смотрела в списке участников и многие другие известные люди. И теперь самое главное – это продолжить работу. Да, эта конференция – это начало. Это мы поставили такую точку, мы снова показали, что мы вместе. Прошлый конгресс белорусов, перед этим День солидарности 20 сентября. Это такие точки, когда мы фиксируем наше единство, нашу мобилизацию. Мы ищем союзников, мы этих союзников втягиваем в нашу белорусскую работу, чтобы они нам помогали бороться с диктатурой. Ну а теперь давайте запланируем, чтобы у нас такие ивенты были чаще, чтобы вот эти контакты, которые мы построили вместе с вами, с разными правительствами, министерствами, городскими администрациями, чтобы они работали. Самое главное в дипломатии, все знают, это слово follow-up. Поэтому мы должны сделать абсолютный детальный фоллоуап по каждому выступлению, по каждому контакту. Кто выслушал эту конференцию, прокомментировал, чтобы эти люди попали в нашу широкую команду белорусов, которые хотят свободной Беларуси. И я теперь хочу благодарить, конечно, переводчиков замученных, но также благодарить организаторов. В первую очередь, они сами себя не поблагодарят, это белорусы замежа, всю команду белорусов замежа. Это, конечно же, наш Буба Касторкин и Белла Фокс, Михаил Рубин, которые все тут модерировали вместе, Артем Ледовский, народные амбассады, которые открылись и те, которые существовали, белорусская диаспора, Рада Белорусской Народной Республики, все те, кто присоединились и не теряют связи между собой. Вы все знаете, что только вместе мы можем побеждать. Это залог нашего успеха и прогресса. Я хочу поблагодарить особенно Яну Поляшчук, это организаторка со стороны офиса Светланы Тихановской, которая вытянула на себя политическую часть и контактировала со всеми ВИПами. И это, конечно, огромная ее заслуга в том числе. Еще раз, огромное спасибо. Это только начало. Сделаем детальный фоллоуап, план, что следующее, чтобы до лета победить. Спасибо. Живи Беларусь! Спасибо, Франек. И на самом деле это был снова пример всему миру. И снова отправляем когда-нибудь к историкам, пусть изучают то, что мы сегодня сделали. Это был прекрасный пример совместной работы и штаба, и НАУ. И хотел бы тоже поблагодарить и Лену Живоглот, и Веронику, которые просто день и ночь вместе с Яной работали для того, чтобы наша конференция состоялась, чтобы это все произошло. Такой совместной работы
можно только позавидовать, смотря со стороны, и бояться, смотря из Минска. И я предлагаю тем, кто не должен скрывать свое лицо и хочет сейчас включить камеру, всю нашу команду, те, кто остался и оставался все время за кадром, включить ваши камеры, чтобы мы вместе могли друг на друга посмотреть и еще раз поблагодарить, и все-таки громко сказать, что мы сделали это вместе. И я еще раз делаю ударение на слово «вместе», то, что сказал Франк, только вместе мы победим, только вместе мы сможем такие вещи делать. И ждем Михаил, всех на нашем концерте. Да, мы уже заканчиваем сейчас или у нас еще есть пару минут? У нас есть пару минут, и мы заканчиваем. Пару минут, поэтому я хотела, если можно, передать слово моему коллеге, который очень много сделал для Беларуси, и вот я пользуюсь властью представительницы Народного посольства Беларуси в Литве, я вижу в чате Петра Саушстравичуса, и очень бы хотела попросить его, если он может, сделать пару заключительных слов. Petras, can you hear me? Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Я не могу только включить видео почему-то. Может, вот теперь все уже хорошо. Только, пожалуйста, буквально пару слов, чтобы мы всех на концерт отпустили. Отлично. Шановні сябры, друзья и соседи, мне очень приятно, и я поздравляю всех. Знаете, вы сделали маленькое чудо, вы сделали такую глобальную волну, белорусскую волну, бело, червоно, бело по всему миру, что зависть берет. Наверное, не все даже понимают, что такое теперь происходит даже в Беларуси и вокруг Беларуси. Не все были готовы, вот что нация, народ скажет очень откровенно, мы хотим жить так, как живут наши соседи, по-европейски демократически. Поэтому, знаете, свободные народы, свободные люди понимают свободных людей. И они хотят, чтобы таких было бы больше. Поэтому я очень надеюсь, что 2021 год будет год настоящих перемен. И мы вместе это сделаем. Знаете, Франк сказал, спрашивая, на каком языке мне говорить, на белорусском или на русском. Так после нескольких лет, вот в будущем, я думаю, тоже я задам кому-нибудь этот вопрос, потому что начну учиться белорусскому. Мы соседи, мы должны знать язык друг друга. И я очень надеюсь, что мы будем в одной, как говорится, части Европы. Мне не нравится слово, что Беларусь должна быть только соседом Европы. Нет, вы должны быть партнером Европы. Партнером в политическом, экономическом, в культурном и других отношениях. И партнером, который использует такие же самые, как говорится, позиции и имеет те самые качества. Поэтому еще раз поздравляю. Мы завтра в Брюсселе выходим в 2 часа к Атомиму. Там будет наша встреча с белорусскими здесь людьми. И мы будем продолжать наши дискуссии. И я очень надеюсь, что этот концерт тоже всем понравится, и я буду просматривать его тоже. Всего хорошего всем. Спасибо вам. Спасибо. Ачу. И мы победим. И живи Беларусь. Да, живи вечно. Большое. И мы сегодня уже много раз благодарили наших переводчиков, но ни разу не назвали их по имени. И я вижу, наши переводчики тоже включают. По имени. Михаил, Антон и Алена. Камеры. Прекрасно. Пела. Да. Произнеси имена наших переводчиков. Антон и Алена были нашими переводчиками. Если они захотят, и можно их вывести на экран, то мы попросим администратора нашего. А также им помогали вести наш марафон Денис и Виктория, и Кирилл, и Катерина. У нас сегодня было 6 переводчиков, которые держали и передавали эстафету друг другу. Вот такая командная работа. Ну, я думаю, что на этой замечательной ноте, наверное, нужно нам потихоньку отпускать друг друга. Это очень сложно сделать. Каждый раз очень радуюсь, что мы собираемся вместе. И скажу честно, что даже на рабочие какие-то созвоны с белорусами зарубежья, с белорусской диаспорой всегда прихожу не как на работу, а как на праздник, вот в буквальном смысле. И очень всегда рада вас видеть. Белла, будем считать, что мы официально уже закончили. Ты пару часов назад, когда у нас была пауза, спросила меня об одном личном вопросе, и я вот посоветовался и все-таки разрешаю тебе это сделать. Но мы видим, что еще
Вероника Цыпкало с нами и тоже хотела сказать заключительное слово. И Валерий. Прекрасно. Прекрасно. Давайте дадим им слово. Веронику и Валерия Цыпкало, если можно попросить вас включить камеры, будем очень рады вас видеть тоже. Белла, и потом я тебе даю разрешение на твой вопрос. Я вспоминаю, какой вопрос. Смотрю в чате переписки. Возможно, я ошибся. Это наша Вероника. Как много Вероник в мире. Значит, у нас все-таки снова техническая накладка. Ладно, ну мы уже тогда точно официально... Они не смогут сегодня прийти, но у нас есть еще до начала концерта несколько минут. Пользуясь тем, что все-таки у нас есть Франек, и, наверное, еще какие-то дипломаты наши остались где-то здесь у нас, давайте, может быть, пройдемся по вопросам. Возможно, вопросы идут из YouTube. Очень много было вопросов о том, возможно ли признать все-таки ОМОН и ГУБОПИК террористическими организациями, какая ведется работа в направлении универсальной юрисдикции, что можно еще сделать, чтобы призвать к ответственности. Франек, может быть, есть какой-то по этому вопросу апдейт? А вы уверены, что мы хотим на такие серьезные темы, после того, как мы все закончили, и за 1 минуту уложиться? Вера, вы открываете скриньку Пандоры. У меня есть альтернативное предложение, коллеги, совершенно беспрецедентное. Я вспомнила, про какой вопрос говорил Михаил, но это не вопрос был, а на самом деле предложение. Друзья, Михаил с нами работал из отпуска. Я скажу честно, он написал большую часть наших диалогов. Я это сделала в прошлый раз, так что теперь у нас 1-1 счет. И я уже не знаю, кто будет писать нашу 3-ю церемонию. И я бы хотела, чтобы мы... Человек, который весь свой отпуск посвятил нашей сегодняшней онлайн-конференции, а также его замечательную жену, у которой сегодня наступает в час ночи день рождения, вместе поздравили, потому что это замечательно, когда мы так любим Беларусь, что, можно сказать, отрываемся от семьи, но на самом деле мы хотели вас поздравить и пожелать вам счастливого Нового года, полного радостных перемен. Простите, что мы отняли у вас мужа во время отпуска, он был нам очень нужен. И нам очень приятно, что вы понимаете, что каждый вносит маленький вклад в свое общее дело. Я предлагаю спеть Happy Birthday песню, и тогда... Спасибо. На самом деле, в том месте, где мы находимся, вот-вот начнется, через 5 минут. Спасибо, Белла, спасибо всем. И спасибо моей жене, что она терпела последних 3 дня меня на расстоянии, все время появляющего и снова пропадающего за экраном. Спасибо всей команде, с которой мы сделали. Happy birthday to you! Thank you. Ну, кто поддержит? Давайте споем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Вера Жестакова. Happy birthday, dear жена Михаила. Happy birthday to you. Спасибо. И на этой ноте мы закончим нашу конференцию намного лучше, чем говорить про ОБОП или все остальные неприятные слова. Увидимся на концерте. Спасибо. На концерте. Все на концерт. Спасибо большое всем. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всех люблю. Великий дякую.